Всем приветики, друзья! У нас сегодня не игровой, а разговорный видосик. И если вы подписаны на мой телеграм-канал, то вы уже в курсе, что я собиралась его записывать. А все дело в том, что 32 дня назад я бросила курить, бросила употреблять никотин. Мой стаж курильщика 17 лет, и мне есть что вам рассказать. Наливайте чайки и кофейки, и сегодня будем разбираться, как мне удалось бросить курить. На сегодняшнее видео у меня есть не то чтобы сценарий, а, скажем, пункты, которые я 100% хочу с вами обговорить, которые я считаю нужным сказать в теме отказа от курения. Видео будет разделено на тайм-коды. Если вы не хотите слушать, например, как началась моя история курения, вы можете ее не слушать, а промотать на интересующий вас отрезок этого видео. Я считаю абсолютно логичным, когда люди начинают рассказ с того, какая ситуация у них была в детстве и какой пример они видели у родственников. Я знаю, что многим людям не интересно слушать, как начался и проходил период курения у человека, а люди хотят именно знать ответ на вопрос, как бросить курить. Поэтому, если вы из этих людей, то, пожалуйста, переходите по тайм-кодам и не слушайте начало этого видео. Всем остальным людям добро пожаловать. И, значит, мы начнем с темы курения в семье и детства, потому что, как ни крути, вот как бы мы этого не хотели, начало нашей жизни будет откладывать на нас отпечаток. Из самых ближайших родственников у меня курил мой отец и у меня курил мой дед. В нашей семье как-то так повелось, что женщины почему-то не курят. Они пробовали курить, но курить не захотели и не стали этого делать. Почему-то мужчины как-то более склонны, также курит там мой дядя и там дальние родственники, более дальние, чем отец и дед. Вот я это имею в виду, с которыми непостоянное общение. Естественно, там тоже также много курящих людей, есть и те, которые бухают, и, как в типичной российской семье у меня, в общем, вся ситуация. Для кого-то из мужчин появление ребенка становится таким, событием грандиозным, ради которого они готовы расстаться со своими зависимостями, например, перестать пить, если они пили, перестать курить, если они курили, и так далее. Но в моей семье такого не было. Я не то чтобы осуждаю, но на самом деле в моей семье всегда было достаточно лояльное отношение к курению. Мой отец курил до моего рождения, моя мать не курила. И когда родилась я, и через определенное количество лет родился мой брат, отец не бросил курить. Отец курил постоянно, и он и до моего рождения, и после него не бросал это дело. Есть также такие яркие воспоминания из детства по поводу курения моего деда. Дед курил Беломор-канал, и он курил его десятилетиями. Дед в этом плане такой же человек, как мой отец. В общем, когда у него появлялись дети, то есть моя мама и ее брат, и когда появлялись внуки, то есть я и мой брат, дед при этом не бросал курить. Дед курил, пока, до одного случая не докурился. В общем, тоже для деда появление детей и внуков не являлось каким-то таким останавливающим фактором, что пора перестать, например, курить в квартире. Он курил, кстати, в туалете, там все время стоял смог такой. Если ты заходишь в толчок, то ты все время дышишь этим сигаретным табачным дымом. Вот это вот было в моем детстве. Но я прям хорошо так запомнила то, что вот женщины у нас не курят. У нас мужчины типа курят, а женщины не курят. Я сейчас говорю о своем папе и о своем деде, потому что это самые ближайшие родственники. Если я буду сейчас всех дальних рассматривать, мы тут с ума сойдем. Так вот, отец и дед, в общем, не бросили курение по собственной воле. То есть никто буквально из вот этого моего самого ближайшего окружения не смог бросить курение сам по себе. Отец курил там 10, 20, сколько-то там еще лет, не знаю сколько, то есть явно больше, чем я курю. Я курю 17 лет, я напомню, курила. И мой отец бросил это дело, потому что у него началась пневмония. Пневмония – это воспаление легких, это когда у тебя повышается температура, у тебя сильный кашель, боли в грудной клетке, затруднение дыхания и все такое. В общем, это воспаление легочной ткани. И такие заболевания, они лечатся в стационаре. Тогда отцу сказали то, что ты, докурился до таких вот вещей, поэтому давай-ка бросай, иначе твоему здоровью кирдык. И, мой отец реально бросил курить просто одним днем, тогда, когда он полежал в больнице с пневмонией. Вот. А у деда был случай похожий. Значит, он курил более 30 лет.
И, собственно, у него потом сделали, видимо, на медосмотре или как еще, сделали снимок легких и нашли там какое-то пятнышко. Вот это вот это информация, которой я владею. Я специально ему не звонила, не спрашивала. Вообще как бы не хочу разговаривать с дедом на тему курения. Вот. И как бы, когда у него нашли вот это вот пятнышко, вы же понимаете, что это может быть рак легких. И как бы тогда он знатно посренькал. То есть, и когда он посренькал, он просто взял и свой Беломор-канал бросил, хотя курил, повторюсь, более 30 лет. И таким образом самые близкие люди, у меня кто курит, они не бросали самостоятельно. То есть у них нет такого опыта, что они вот в один день проснулись и такие, блин, я, короче, больше не буду курить, или я не хочу курить, или есть какие-то факторы, которые заставляют меня не курить. Нет, они дождались именно вот проявления каких-то болезней, которые прям реально угрожают их жизни, угрожают их дальнейшему здоровью, где им просто они были вынуждены бросить. Еще интересен такой факт, то что, естественно, ребенок существо любопытное, и мне всегда было интересно, почему мои самые ближайшие люди курят. То есть я пыталась задавать этот вопрос там, бабушке с дедушкой, пыталась задавать этот вопрос отцу, но меня всегда посылали. Мне никто не объяснял то, что курить это плохо, курить это как-то ужасно, то есть это как-то антисоциально, или это там приведет тебя к раку легких и всему прочему. Мне никто это вообще не говорил. У нас какое-то такое, знаешь, было отношение, типа, ну оно реально как будто бы лояльное. То есть дед курит десятилетиями, и никто не высказывается об этом плохо. Все такие, дед курит, окей, это выбор деда, типа, ну окей, выбор деда курить, ну ладно, мы ничего про это плохого не будем говорить. То есть у меня реально в детстве не формировалось понимание того, что курить это отстой. То есть я точно знаю, что многие семьи, сами, которые не курят, они пропагандируют прямо эту идею своим детям. И они говорят, что дети, типа, давайте вот посмотрите на нас, мы так не делаем, и вам тоже делать так не надо. Когда я спрашивала родственников, почему и зачем они курят, они мне не отвечали на этот вопрос. Мне говорили, о, взрослые тут сами типа разберутся, что они тут курят или не курят, а ты как бы даже и тебе лет-то мало, иди даже и не спрашивай. Вот такое как бы отношение было у нас. Давай перейдем к моей истории зависимости. В течение 5 лет я курила обычные сигареты. После 5 лет последовало 12 лет курения электронной сигареты, так называемого вейпа. И в общем счете мы получаем мой стаж 17 лет. Естественно, что был случай, когда у меня был доступ к сигаретам, и я на тот период вообще не могла понять, зачем они суют эту палку в рот и курят ее. Я не понимала, зачем это надо. Думаю, у меня постоянно была мысль, почему отец это делает. Типа, вот почему отец меня выгоняет, типа, говорит, не дыши, типа, там этим дымом. Хотя он постоянно курит, там, вот дед курил, говорю, в туалете, а отец на балконе. Ой, там не надо это. Когда спрашиваешь, тебя как бы просто посылают. И я все время думала, почему вот отец курит постоянно. Сколько лет прошло просто, что он курит, почему дед курит. То есть вот были такие вопросы, почему-то взрослые на них не отвечали никогда. Не осуждаю, просто говорю, как есть. Просто это фактовый факт. Я продолжу проходиться по тезисам, которые у меня вот здесь вот в бумажке написаны. Вот в моей истории зависимости в этом пункте, какое мнение о бросании курить было навязано другими людьми. Короче, за все годы своего курения я слышала дофига мнения о том, что бросить курить буквально за гранью фантастики. Понимаешь, в моей семье конкретно самые близкие люди, те, которых ты как бы видишь с детства, они демонстрируют тебе такой пример, что бросить курить реально unreal, просто unreal, потому что пока они не заболели, пока им не стало дофига плохо, и пока они не полежали по больницам, никто курить не бросил. И я думала, что это, так оно и есть. И действительно, если ты начал курить, то ты ничего сделать не можешь. Потом были какие-то другие там знакомые с тусовок, с каких-то там с учеб люди, которые говорили, ой, бросать курить, это что, это забей, просто там забудь, там не думай об этом. Как-то бросать курить невозможно. А кто-то, наоборот, утверждал, я помню точно, что очень много лет назад, может быть, вот как раз до того, как я начала парить, 12 лет назад, встретила девушку, которая сказала, я типа там на таблетках, короче, бросала, там какие там таблетки, я не помню. Это, наверное, единственный человек на моей памяти, который сказал, что да, я типа там что-то выпила и действительно бросила курить, но это, говорит, надо самому хотеть бросить курить. То есть так уж получилось, что вот конкретно мне всегда люди нагоняли жути, что бросить курить действительно очень сложно или чуть ли невозможно. Я продолжаю идти по тезисам. Были ли у меня попытки бросить и какие они были? Действительно,
Так как я употребляю никотин 17 лет, невозможно за 17 лет просто взять и ни разу не попытаться бросить. Люди, которые курят, они всегда ищут способ или какую-то ситуацию, в которой им будет, типа, как бы в тему бросить курить. Они на самом деле всегда ее ждут. И у меня тогда, когда я еще курила вот эти вот 5 лет, я курила обычные сигареты, вонючие которые. Когда я курила вот эти вонючие сиги, была ситуация, в которой я не курила, по-моему, дня 3. Дня 3. Я помню свои ощущения на тот момент, в эту, как скажем, попытку бросить. Я чувствовала вот эту вот физическую ломку без никотина. То есть это отсутствие настроения, там фиговое настроение, там какие-то агрессии. Постоянно у тебя что-то чешется, ты настолько сильно хочешь употребить этот никотин, что уже там на 3-й день я пошла искать, у кого стрелять эту сигарету. В общем, смысл в том, что я тогда же свои все докурила и как бы выбросила, и действительно как бы совершала попытку бросить, но нифига у меня не получилось. И позже я буду говорить, почему я считаю то, что такие попытки – это какой-то бред. То, что вот до бросания курить нужно просто дожить, дорасти и доэволюционировать, скажем. У меня были случаи, когда я составляла себе, например, на следующий год какой-то там план, типа, каких целей я хочу достичь там в следующем году и так далее и тому подобное. И вот в этих целях было бросание курить. Спойлер, никогда это не сбылось. И я со стыдом, значит, убирала эту бумажку подальше, в которой было написано «бросить курить», потому что я понимала то, что я делать этого сейчас не буду, не хочу или не могу, или я чувствую то, что у меня нет на это каких-то моральных, ментальных сил, называй как хочешь. До этого момента, до сегодняшнего как бы дня, ни одна моя попытка бросить не увенчалась успехом, и все это был какой-то полубред. А теперь идем по хронологии дальше. Когда я прокурила 5 лет обычные вонючие сигареты, я курила пачку в день, то есть как такой типа заядлый курильщик считается, то, что там пачку, или иногда даже было больше, но мне было очень стыдно тогда. То есть это было не 3 сигареты в день, я сразу говорю, это 20 сигарет в день, стабильно. Короче говоря, после того, как я 5 лет прокурила обычные сигареты, я поняла то, что вот эта вот вонь, она настолько меня бесит, я уже прям вот не могу это терпеть. Это вот зависимость, ты постоянно зависим от того, есть у тебя с собой сигареты эти или нет, да успел ты купить их или нет, а если у тебя там 1-2 штучки, они сейчас закончатся. И как ты будешь жить? Ты постоянно в зависимости от очередной сигареты живешь, и за 5 лет тогда меня это настолько достало, то, что я поняла, то, что нужно бросать. И самое интересное, то, что тогда мне и продали электронную сигарету, продали. Типа не то, чтобы в магазине продали, а продали именно идею. Мне продали идею вот этой вот электронной сигареты, которые только-только тогда начали появляться 12 лет назад. Мне продали идею парения электронной сигареты как, во-первых, более безопасный способ курить, во-вторых, как способ бросить курение обычных сигарет. И когда тогда, 12 лет назад, я покупала себе электронную сигарету и жидкости, я покупала также и безникотиновые жидкости. Я купила жидкости и с никотином, и без. Я прям вот как сейчас это помню. Потому что у меня был план, что я вот сейчас 5 лет покурила этой обычной сигареты, поняла то, что это полная чушь, от этого нужно бросать, отказываться, убегать, делать что угодно. И я заказала безникотиновую жидкость для того, чтобы прокурить обычную жидкость, пропарить, и после этого перейти на безникотиновую и бросить это дело насовсем. То есть у меня покупка вот этой вот электронной сигареты, сколько она там стоила раньше, там 12 лет назад, где-то за 1500 где-то я ее покупала. Самая обычная такая дудка, и я сейчас покажу, вот здесь вот вставлю картиночку, это была самая первая сига электронная, которую я купила. У меня был план конкретно, то, что вот сейчас я это все покупаю, то есть и тем самым я спонсирую свое бросание. Но, как ты понимаешь, курила я еще 12 лет. После этой дудки все года до 2026 я сидела на электронной сигарете, которая состоит из батарейного мода, и сверху вот эта вот штука называется атомайзер. В атомайзере там, у меня просто нет, я выбросила, не могу показать тебе сейчас на видео. Там, в общем, батарейный блок, вот эта вот батарея, которую ты заряжаешь в заряднике,
Значит, там батарейный блок, там есть экран, ты там настраиваешь мощность, значит, этой сигареты, вот эти вот, не знаю, как правильно эти показатели называются, короче, не суть важно. Она обслуживаемая, то есть я покупала только жидкости для электронных сигарет, заказывала их. Там вот этот вот атомайзер сверху, он состоит из стеклянного бака, из мундштука, который ты в рот суешь, и там внутри нагревательный элемент. Нагревательный элемент – это спираль, в спираль вставляется специальная вата, эта вата напитывается жидкостью, спираль начинает нагреваться, и с ваты вот эта жидкость превращается в пар, который ты паришь, который ты постоянно впариваешь. Вот, и я, в общем, на вот этой обслуживаемой теме, на этой обслуживаемой сигарете я сидела все эти года. То есть, допустим, если там, наверное, около года, да, я прокурила вот эту тоненькую электронку, то потом пошел этот батарейный мод, и на батарейном моде сидела 2026 года. Хотя сейчас никто уже на этом практически не сидит, сейчас все покупают другие электронные сигареты, и, честно говоря, даже не знаю их названий, которые сейчас есть. То есть я, как истинный старовер, я не знаю, я сидела, короче, вот на такой теме, меня полностью все это устраивало. Единственное, что меня не устраивало, что я каждый день задавала себе вопрос. Сколько? Сколько еще? Прошло 17 лет, Маш. Я себе говорила, Маш, 2026 год. Прошло 17 лет. Как ты думаешь, потреблять никотин 17 лет, ну это типа окей? Это хорошо, это нормально. То есть ты прям не переживаешь, что с тобой будет завтра. А если, например, хорошо, 17 лет у тебя нет там каких-то проблем с легкими, а если они будут на 18-й год, на 19-й, там, на 20-й. То есть было полное ощущение, что я иду по пути, который как бы был у моего папы, у моего деда. И эта ситуация мне совершенно не понравилась. Я поняла то, что я уже дошла, наверное, до такого уровня понимания того, что происходит, что мне пора все это дело бросать и действительно с этим заканчивать. Я чувствую, что сейчас пошла реально какая-то исповедь того, кто парил электронку. С годами парение электронной сигареты приобретает масштаб какого-то полного звездеца, потому что ты паришь буквально везде. Везде. Всегда. Понимаешь? Ты не высовываешь практически изо рта эту соску. Первое, что я делаю, когда я с утра просыпаюсь, я открываю глаза, я отключаю будильник. Представим, что это соска. На самом деле это адаптер для карты с моей камеры. Представим, что это соска, электронная сигарета. Хотя она выглядела, конечно же, не так. Она была у меня большая такая. Так вот, ты с утра просыпаешься, отключаешь будильник и понимаешь, новый день настал, там все прочее. Что надо делать? Всосать. Всосать, получить никотина, начать так вот лежать. Что-то как-то ленно, вставать как-то не очень охота и так далее и тому подобное. Позже я объясню, почему так. Куришь, еще затяжка. Ты делаешь их столько много, что ты даже просто уже не понимаешь, сколько раз ты это сделал. Сколько никотина ты сейчас получил. Кстати говоря, я парила жидкость с никотином 6 мг на миллилитр. Это считается низко-средней дозировкой никотина. То есть я употребляла никотина на самом деле не так много. Представим то, что, допустим, есть сигареты, вот красная сигарета, это такая типа крепкая. Там, если смотреть по градации электронной сигареты, я, конечно, сейчас могу врать, но я говорю на основании той информации, которую я знаю. Что вот красная сига, например, это 18-24 миллиграмма никотина. Если бы мы как бы переводили эти сигареты в электронные, так вот я парила 6 миллиграмм. Там есть деление 0 миллиграмм это без никотина, 3 миллиграмма и 6. То есть, понимаете, 6, где 6, а где 18 и 24. Я это говорю для того, чтобы было понятно. Так вот, и, кстати, вот это вот небольшое содержание никотина на миллилитр жидкости, оно тоже способствует тому, что человек начинает все чаще и чаще затягиваться, потому что как будто бы полного насыщения от этой вот затяжки не происходит. Есть такой фактор. Я говорила о том, что ты начинаешь парить буквально перед и после любого дела, которое ты совершаешь за день. Проснулся, курил. Пошел помылся, покурил. Помазала там я лицо, там сделала там все какие-то процедуры, покурила. То есть я буквально могу одной рукой делать какое-то дело, а другой рукой втягивать в себя никотин.
То есть это уже приобретает масштаб просто какой-то одури. Делая абсолютно любое дело, ты одной рукой будешь делать это дело, а второй рукой курить. Ты будешь курить недозированно, не так, как вот ты дозируешь, например, обычные вонючие сигареты. Ты дозируешь их. У тебя есть, например, пачка, это 20 раз в день покурить. С электронкой все не так. С электронкой ты куришь 24/7. И самое интересное, это когда у человека достаточно такая серьезная степень зависимости, такая, как у меня была. Человек с такой степенью зависимости может проснуться ночью, бессознательно даже, просто проснуться для того, чтобы достать сигарету, покурить ее, положить и дальше спать. Вот это не шутка, это реально не смешно. Это происходит даже без твоей воли. Понимаешь? Без моей воли. Я не хочу просыпаться, но я просыпаюсь и курю эту сигарету. Засыпаю, курю эту сигарету. Делаю любое дело, курю эту сигарету. Это просто масштаб эпидемии. А что такое вообще никотин? То есть почему человек просыпается даже ночью для того, чтобы получить очередную дозу? Что такое содержится в этой сигарете, что она заставляет нас постоянно быть ее прислугой? Почему люди десятилетиями, а то и пожизненно не могут избавиться от этой так называемой привычки, которая привычкой не является? Никотин – это вещество, которое содержится в листьях табака. Табак вырабатывает никотин как яд для того, чтобы отпугнуть насекомых, для того, чтобы насекомые не жрали это растение. Для человеческого тела никотин является стимулятором в малых дозах, а в больших дозах он будет являться смертельным ядом. И поэтому в сигаретах и вейпах содержится никотина ровно столько, чтобы не убить тебя, а сформировать зависимость. Некоторые люди думают, что наше тело само вырабатывает никотин, но на самом деле это не так. Никотин не вырабатывается человеческим телом. Это постороннее для нас вещество. Как же формируется никотиновая зависимость и почему это зависимость, а не привычка? Когда мы вдыхаем дым или пар электронной сигареты, через легкие никотин попадает в кровь и через 10-15 секунд уже достигает головного мозга. В головном мозге никотин встречается с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами. То есть вот представим, что сидит, не знаю как показать, сидит рецептор, и вот никотин попал в наш организм, и он, значит, хоп, и прицепился к этому рецептору. Но в норме, когда на наше тело не поступает никотин, вот этот вот рецептор в нашем теле, он создан для того, чтобы взаимодействовать с нейромедиатором под названием ацетилхолин. В норме сюда должен приходить ацетилхолин. Кто такой этот ацетилхолин? Нейромедиатор ацетилхолин отвечает и за память, и за обучение, и за сон, и за бодрствование. Он является посредником между нервами и мышцами. Благодаря ему сужаются наши зрачки. Для каждого нашего движения, пальцев там, зрачков там и у движения внутренних органов нам нужен ацетилхолин. Прикол-то всей этой зависимости в том, что никотин очень сильно, очень сильно похож на этот самый ацетилхолин. И когда никотин поступает в тело, он занимает вместо ацетилхолина вот эти вот никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. Занимает их место. То есть, понимаешь, ацетилхолин пошел вон, теперь вместо него сюда на этот рецептор встает никотин. Потому что он очень-очень похож на ацетилхолин. Я объясняю очень примитивно для того, чтобы даже тем, кто не курит или кто вообще не в теме, они понимали механизм развития этой зависимости. И когда никотин взаимодействует с этим рецептором, головной мозг дает команду выбросить дофамин, гормон радости и удовольствия. И благодаря работе этого механизма курильщик буквально на пару минут чувствует облегчение. Чувствует как бы некоторое такое состояние успокоения от этого действия, от того, что он покурил сигарету или вдохнул вейп. Вот это взаимодействие, оно свершилось, дофамин выбросился, но дальше начинается откат. Наше тело хочет утилизировать никотин, потому что для нашего организма это яд. Для нашего организма это чужеродное, ядовитое, потустороннее вещество. Его нужно деактивировать в печени, то есть перевести никотин в катинин и вывести его из тела. И вот этот вывод из тела, как бы избавление от этого никотина,
занимает примерно до 2 часов. Никотин выводится, и, соответственно, его уровень в крови падает. На никотиновые ацетилхолиновые рецепторы уже какое-то время не поступает никотин. Они начинают пустовать, потому что собственный ацетилхолин, который в норме должен подходить к этим рецепторам и взаимодействовать с ними, он уже не может, скажем, достучаться до них, не может как бы подойти и взаимодействовать, потому что чувствительность как бы этого рецептора снизилась, потому что он подвергался постоянно действию именно никотина, и он уже не может нормально воспринять собственный ацетилхолин. И пока вот этот вот рецептор пустует, на него не попадает никотин, человек чувствует агрессию, раздражительность, он очень сильно хочет покурить, у него падает уровень дофамина, потому что, как мы знаем, никотин искусственно стимулирует выброс дофамина тем, что поступает у тебя в организм никотин. Ты, значит, куришь, он связывается с никотиновым ацетилхолиновым рецептором, и раз выброс дофамина. Тем самым ты как бы искусственно шатаешь эту систему. И получается, что если ты не покурил, то тебе сразу же становится плохо. Тебе становится не по себе, ты не можешь себе найти место, ты очень сильно хочешь курить. Это называется синдромом отмены. Для того, чтобы снять этот синдром отмены, тебе нужна следующая доза. Таким образом, замыкается порочный круг и формируется никотиновая зависимость. Также никотин сужает кровеносные сосуды, в некоторой степени на сколько-то там процентов подавляет аппетит, и со временем он меняет структуру головного мозга. В головном мозге увеличивается количество вот этих никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, которые готовы воспринимать никотин. Так как ты очень много куришь, ты очень много лет зависим, логично увеличить телу, значит, количество вот этих вот рецепторов для того, чтобы воспринимать этот самый никотин, который постоянно поступает извне. Это еще больше усугубляет зависимость, и без никотина человек себя чувствует совершенно не в своей тарелке, раздражительный, грустный, потерю значит, концентрации и внимания он может даже испытывать и так далее и тому подобное. Никотин заставляет головной мозг думать то, что без него просто невозможно получить какое-то спокойствие, удовлетворение в своей жизни и хорошее нормальное физическое состояние. Грубо говоря, получается, что предыдущая твоя выкуренная сигарета, она создает как бы искусственную потребность в никотине, искусственную потребность, которую следующая сигарета удовлетворяет. Я считаю то, что очень важно понимать, что происходит с организмом при курении вот в биохимическом плане. В том плане, в котором я сейчас рассказала. Потому что если ты не понимаешь этих вещей, тебе очень сложно понять, а почему мне, например, плохо, почему у меня ломка, когда я бросил курить. Почему, когда я бросаю курить, у меня могут начаться проблемы с кишечником? Почему у меня могут начаться проблемы со сном? Почему у меня там заболели десны и так далее. И это все буквально исходит из вот этих вот биохимических процессов, которые творит никотин с нашим телом. И нужно хотя бы на базовом уровне это понимать. Итак, я не курю 32 дня уже, на самом деле 33, но здесь счетчик сбрасывается только в полночь. И интересно, что же такого произошло у меня в голове в 2026 году, что я вообще смогла бросить курить спустя 17 лет зависимости. Можно сказать, что желание пришло рандомно. Если я буду это утверждать, мне кажется, это будет не совсем правдиво. Потому что на самом деле очень долго я обрабатывала саму себя, и даже это происходило как-то бессознательно. Такое ощущение, то, что мой мозг сам к этому готовился, и я даже к этому не прилагала особых усилий. На протяжении последних нескольких лет меня постоянно преследовала мысль о том, что а сколько еще лет ты планируешь курить? Давай просто сядем посчитаем, сколько лет прошло. Сколько еще ты планируешь этим заниматься? Когда тебе будет 45, 50, 55, ты тогда вот в этом возрасте хочешь бросить? Я постоянно все спрашиваю этот вопрос. Я такая говорю, да все, отстань, что ты начинаешь там спрашивать? У меня сейчас нет сил это решать, сейчас неподходящий момент это вообще решать. И какая мне разница, что там будет дальше? Понимаешь, у меня нет никаких вредных привычек. Опять говорю привычек, хотя это зависимость. Вредных привычек или зависимостей других нет и никогда не было, кроме никотиновой, понимаешь, никогда.
То есть у меня нет проблем с пищевым поведением, у меня нет проблем с какими-то любыми веществами, у меня нет проблем с алкоголем, я его не потребляю вообще, только вот, ну, в подростковом возрасте, как и все в компании пробовала и все прочее. Но для меня это никак не действует, мне это не нравится. У меня нет ни долгов, ни кредитов, я не играю какие-то там азартные штуки. То есть у меня вообще в жизни ничего плохого нет, вот кроме никотиновой зависимости. И знаешь, вот эта тема, кстати, она меня постоянно долбила. Такое ощущение, что это просто приходило откуда-то из бессознательного, знаешь. То есть я специально не уделяла внимания этой теме, а она постоянно в голове меня тюкала. У меня постоянно был вопрос, как долго еще? Сколько еще ты будешь это делать? Зачем ты покупаешь себе очередные жидкости? Попробуй бросить, типа вот брось это, убери это. Сколько еще месяцев, сколько еще лет ты собираешься это покупать и травить себя? Я устала от того, что за 17 лет я себя в плане курения выдрессировала так, что любая собака Павлова просто будет нервно курить в стороне, нервно родять слюну в стороне от того, насколько курильщики дрессируют себя и свое поведение. Я просто в шоке. В шоке от того, во что в конечном счете это превратилось. Это превратилось не в какое-то, знаешь, типа, как говорят, там, курение может быть связано с какими-то там моментами эмоциональными, либо с моментами, когда человеку, например, грустно, плохо, там, или он смотрит там на закат покурить, или пьет кофе покурить. У меня, кстати, такого нет. Я курила просто не почему, не было причины. Просто потому что я себя выдрессировала это делать. Вот постоянно сосешь, работаешь, спишь, сидишь на туалете, ешь, и что ты еще делаешь? Любое действие возьми, я курю до и после него, и во время него. Это просто страшно. Просто страшно ужасно. Мне все время хотелось знать, если я огромное количество лет в сознательном возрасте провела именно под никотином, а что такое жить без никотина? Я себя спрашиваю, как остальные вот миллионы людей живут без никотиновой зависимости? И типа они нифига не курят, и они при этом живут явно уж лучше, чем ты. Ну, явно лучше, потому что есть как бы свои побочные эффекты, да, у никотиновой зависимости. И если я говорю, вот они просыпаются, они не курят, они кушают, они не курят, они какают, они не курят, они спят, они не курят, они смотрят на природу, на закат, там сидят, там пьют кофе, они не курят. Я говорю, как так? Типа я тоже так хочу. То есть хочу как бы вернуться к тому, а как вообще человек задуман. То есть человек не задуман так, что вот он будет жить с сигаретой в зубах или с этой соской. Мне очень-очень хотелось узнать, а реально после стольких лет зависимости смогу я отказаться от этого или нет? Очень хотелось узнать. Курение – это то, когда ты постоянно обеспечиваешь себе очередную дозу. Тебе всегда нужно знать, что ты ничего не забыл. Я курила вейп, мне нужно всегда знать, что у меня с собой есть батарейка запасная, потому что батарейка, пока ты паришь, может сесть, и это тогда будет, поверь, нехорошая ситуация, ты будешь очень плохо себя чувствовать, потому что у тебя-то зависимость, тебе нужно покурить, тебе нужна новая доза, а у тебя тут батарейка села, это фигово. Нужно всегда было иметь при себе батарейку, всегда иметь при себе флакон с жидкостью, чтобы залить, потому что иногда очень быстро скуриваешь эту жидкость, и бак становится пустым, и ты так сидишь, что такое, что мне делать с этим? Это непонятно. У меня часто бывала ситуация, то, что я, например, там выезжаю из дома, выхожу там что-то, куда-то пошла или поехала, и потом смотрю, и у меня батарея на нижней зарядке. Вот тогда я начинала нервничать. Что, как же так, если у меня тем более с собой не было сменной батареи, то все, как бы у меня осталось там пару тяжек сделать, и батарея заканчивается, и я начинаю нервничать. Как типикал курильщик. Дико раздражает, если тебе нельзя покурить. Например, ты находишься в каком-то таком обществе или в какой-то такой ситуации, где тебе, например, несколько часов подряд нельзя покурить. Вот для курильщиков это, конечно, такая жесткая такая ситуация, которая прямо реально бесит. Бесит. Потому что когда тело уже выводит вот этот вот никотин, как я уже говорила, то есть его уровень в крови падает, начинается такой стрессик, понимаешь? Стрессик создается не стрессом. Ты можешь сидеть в театре, например, 2 часа, ты можешь сидеть в кино 2 часа и вот так вот думать, когда же я выйду и покурю, интересно, когда настанет этот момент, блаженства. Я сама переживала это. Тогда еще помню, когда курила обычные сигареты, тоже там ты выходишь с сеанса и такой, как бы покурить быстрее, понимаешь, это все, это реально проблемы. И проблема-то в чем? Проблема не в том, что что-то ты плохо проводил время или что-то такое. Ты
попал в эту проблему только потому, что ты курил предыдущую сигарету. В общем, я лично в своем парении, потому что парила я больше всего, 12 лет, я лично в своем парении дошла до такого осознания, то, что я уже делаю это будто бы вообще полностью бессознательно. У меня вот было ощущение, то, что я тебе говорю, ты даже ночью просыпаешься для того, чтобы курнуть и дальше спать. Это просто маразм какой-то. То есть ты вообще не даешь себе нормальной жизни, ты постоянно должен что-то там подкуривать, прокуривать, перекуривать. Зачем? Я уже, понимаешь, просто последние года я начала не понимать, нахрена я это делаю. Зачем я это делаю? То есть почему я кому такому, кто такой, которому я обязана постоянно это делать? Почему я не могу выбросить это из своей жизни? Почему мне страшно выбросить это из своей жизни? Когда? Доколе, мать их, когда это закончится уже? Что-то случилось? Покурил. Ничего не случилось? Покурил. Нельзя курить? Пострадал. Забыл батарейку? Пострадал. Забыл жидкость? Пострадал. Постоянно страдал на пустом месте. Страдал, потому что курил до этого. Вот ты до этого курил, создал у себя никотиновую зависимость. И теперь у тебя уровень никотина в крови упал, и ты такой, как же хочется покурить, я даже не могу высидеть там сеанс кино, мне так плохо. Или там я где-то там встречаюсь там с родственниками, как бы мне выждать, чтобы это все закончилось. И ты. Полный маразм, понимаешь? Жить в таком мне настолько достало, просыпаться ночью и курить мне настолько достало, что я говорю, я просто задолбала себя вопросами. Причем я специально этого не делала, серьезно, я не делала это специально. У меня что-то прямо из головы начало мне постоянно говорить, типа, Маш, что за бред? Сколько? Ну ты подумай, ты 12 лет паришь уже. Паришь или паришь, как там правильно? 12 лет паришь, и что? И сколько еще? До 50 лет ты будешь сидеть? Как бы я не понимала, сколько еще это делать, и меня, короче, сильно это затриггерила эта тема. Для меня стало сильно триггерным то, что другие люди живут без этого, а я чего-то это так не могу. Почему-то я так не могу. Я хочу так мочь. Я хочу жить тоже как обычный человек. Я хочу радоваться не потому, что у меня поступил в тело никотин. Я хочу радоваться просто потому что. Просто потому что есть какая-то радостная вещь. Вот у меня пироженка есть, это радостно. Вот у меня близкие люди есть, это радостно. Вот мне кто-то улыбнулся, это радостно. Вот я увидела там на улице, там уточки там летают, крякают, это радостно. Понимаешь? Я хочу радоваться вот этому, а не тому, что... чему радуется курильщик? Не тому, чему радуется курильщик, я хочу радоваться. Чему радуется курильщик? Уточка там где-то летит, что-то хорошее, пироженка там вкусная. Дайте вот это, чтобы у меня постоянно был уровень в крови, тогда будет радостно. Потому что вот это вот равно выброс дофамина. И тебе радостно. Это какой-то вообще бред. То есть, понимаешь, я в шоке от того, то, что за все эти годы я серьезных, вот прямо вот серьезно, то, что я тебе рассказывала, попытки, это был типа полубред какой-то. То есть, на самом деле, серьезно думать и как-то прорабатывать эту проблему я не решалась. Не решалась, но сейчас я это сделала, и я не хочу возвращаться назад. Просто уже, мне кажется, я свое уже выкурила, и у меня просто желания возвращаться нет. Я абсолютно спокойно сейчас к этому отношусь. Я могла быть тем человеком, который бросил именно из-за развития каких-то заболеваний, которые вызывают курение. Например, хроническая обструктивная болезнь легких, какие-нибудь бронхиты там острые хронические, пневмония. От парения электронных сигарет случаются даже пневмотораксы. Почитайте, что это такое, если вас интересует. Это серьезное состояние, которое требует немедленной госпитализации. И действительно зарегистрированы случаи, то, что пневмоторакс случается из-за вейпинга. Конкретно в моем случае получилось так, что через 17 лет курения, без шуток, у меня нет ни одышки, ни головных болей. У меня никогда не было и нет по сей день, когда я бросила курить, нет кашля, нет мокроты, я не болею долгими ОРВИ, я не болею часто, у меня нет снижения иммунитета и всего того, о чем говорят курильщики со стажем. То есть, что вот у нас появляются вот такие-то проблемы, и, конечно же, когда мы бросаем, мы хотим, чтобы это разрешилось. Например, этот мучительный кашель, чтобы прошел. Я не знаю, как так получилось, но за 17 лет у меня никогда не было тех симптомов, которые я перечислила. Я 17 лет покурила, ничего из этого у меня не было, и сейчас вот я бросила месяц, и мне как бы стало, конечно, еще лучше. Я расскажу позже, что конкретно изменилось. Но вот так вот глобально нельзя сказать, что прям
что-то поменялось, и вчера я была больным человеком, сегодня стала здоровым. Вот мой случай такой. Не нужно думать, что ваш случай будет таким же. То есть не нужно вообще никак рассчитывать на то, что пропарив 17 лет, с вашей бронхолегочной системой ничего не будет. Это просто вот у меня так конкретно. Просто так получилось. Знаете, такой синдром выжившего бывает, да? В принципе, мои родственники тоже являются такими как бы примерами, которые реально несколько десятков лет они курят, и только потом развивается у них какое-то заболевание легких. У нас нет никого из родственников, кто умер бы от рака легких, например. То есть, как бы вот не предрасположены, можно сказать, к этому. И это абсолютно не означает то, что в другом теле, в другой семье, у другого организма, с другой генетикой будет то же самое. Нужно давать себе отчет в том, что наши тела настолько разные. Одному организму будет хватать 1-2 лет, например, парения электронной сигареты для того, чтобы у него развилась какая-то серьезная болезнь легких. Такие случаи есть, и их немало. Это вот конкретно вот в этом теле курение и никотин дали такой вот эффект. Быстрое, стремительное развитие таких болезней. Есть другое тело, как у меня. За 17 лет, например, засирания легким ничего не произошло. То есть у меня есть, последний раз, я, конечно, сейчас не делала снимок, но последний снимок легких я делала 2 или 3 года назад, там не было ничего. И то есть у меня как не было никаких симптомов, так и до сих пор нет. Я не отрицаю, вот у себя конкретно, я не отрицаю влияние никотина на сосудистую систему. Абсолютно уверена, что это влияние у меня было более выражено, чем влияние, например, на легочную ткань, на бронхолегочную систему. И когда вы начинаете какие-то такие покупать курилки, парилки и делать все вот эти манипуляции, подсаживаться на эту зависимость, вы должны очень четко понимать, что с вами это все вот эти вот проблемы, которые вызывают парилки, могут случиться очень быстро, буквально за год. У кого-то это случается сразу. И классно, если ваш организм сразу же отреагировал тошнотой, ужасным состоянием. Вот на никотин такая реакция бывает такая, то, что отбивает желание курить. Это отлично, ваш организм просто молодец. У меня такого не было. Никогда там ничего не отторгает ни это. У меня организм какой-то терпило. Он постоянно все терпит, и все это. И самое главное, ничем болеть он не собирается. Вот как-то вот так. Давай перейдем к следующему смысловому блоку. Как вообще бросить курить? Для начала нужно вообще сформировать в себе это желание, обозначить его, что оно у тебя конкретно есть, не отрицать его. Не отрицать то, что ты хочешь это сделать, потому что я очень много лет это отрицала. И нужно начать искать причины, связанные со здоровьем. Вот прямо начни смотреть видео. Если ты вейпишь, начни смотреть видео про вейпы. Если ты куришь обычные сигареты, дефолтные, то ты начни смотреть видео о вреде этих сигарет. То есть начинай впускать в себя информацию, которая буквально открывает тебе глаза. Каждый курильщик или парильщик всегда находится в отрицании. Мы отрицаем то, что мы видим предупреждение на пачках, мы отрицаем то, что рак легких существует, потому что он существует везде, но только не в моем теле. Мы отрицаем вообще весь этот вред, потому что прямо сейчас мы хотим поддерживать эту зависимость, прямо сейчас мы хотим курить, и мы просто вот тупим и не думаем ни о чем больше. Нужно начать формировать в себе вот это вот здравое мышление, то есть здраво смотреть на то, что ты сейчас делаешь. Задавай себе вопрос, что ты сейчас делаешь, когда ты каждый раз, ежедневно, ежемесячно, ежегодно впускаешь в себя дым, а конкретно я впускала в себя 12 лет, пар, который состоит из глицерина, пропиленгликоля и никотина. Я себя спрашивала, вот этот вот глицерин, пропиленгликоль и никотин действительно ли не сказываются на моем здоровье? Ну вот реально, я просыпаюсь даже ночью для того, чтобы попарить. То есть я парю практически постоянно, за исключением там 8 за исключением 8 часов ночного сна, и то могу проснуться. Не всегда, но могу. Это прям какой-то абсурд думать о том, что вот такое вот постоянное парение или курение не окажет на твой организм никакого эффекта. Если ты испытываешь состояние лени, апатии, возможно, тебя преследует тревожность, или ты чувствуешь прям провалы энергии после отсутствия энергии, как бы лень встать с кровати, или лень что-то делать после того, как ты попарил эту сигарету. Нужно понимать то, что это связано
с курением связано, понимаешь? Мы всегда не даем как бы себе даже подумать о том, что вот какие-то симптомы, которые более или менее мешают нашей жизни, мы не можем даже подумать о том, что это связано с электронной сигаретой. Мы думаем о том, что это все что угодно. Возможно, какие-то у меня там заболевания, или там то-то, то-то, или там все-то, все-то. Но это не курение. Но вот попробуй убрать это из своей жизни и посмотреть, насколько вся ситуация изменится. Люди реально впадают там в тревожку просто из-за того, что в их организм поступает никотин и оказывает на них такой эффект. И когда они бросают курить, они становятся гораздо спокойнее, взвешеннее, там у них, они приобретают, короче, те человеческие качества нормальные, которые у них должны быть. Я хочу обратить внимание на такой фактор, как отсутствие энергии. Отсутствие энергии именно физическое. То есть, когда ты покуришь, а у тебя типа наступает какой-то откат. Ты типа такой сидишь, затупил что-то делать ничего неохота. И вообще как-то днем быстро заканчивается энергия. И, кстати, этот эффект, он развивается не только у тех, кто парит, но и тех, кто курит. Потому что я посмотрела достаточно видосов на ютубе для того, чтобы сделать такие выводы. Суть этих состояний отсутствия энергии в том, что, вот смотри, например, у тебя есть батарейка. Ты поспал, ты зарядил свою батарейку. Вот твоя батарейка 100%. Когда ты куришь ежедневно, как я, либо паришь, неважно, знак равно между этим ставим, то ты как бы убираешь из своей батарейки 100% на день, которая тебе дана, вот, например, 15%. Ты скажешь, куда уходит энергия? Почему у меня в распоряжении остается вот столько, а я хочу 100? Почему у меня остается вот столько? Потому что, например, вот эти 15% ежедневно уходят на нейтрализацию никотина. Это чужеродный яд, как я уже говорила, который организм хочет поскорее вывести. Поскорее вывести. После каждой твоей затяжки твое тело трудится над тем, чтобы вывести этот никотин. Я еще раз повторяю, то есть для того, чтобы в печени преобразовать никотин в катинин, и после этого этот катинин уже через почки вывести. То есть твое тело тратит где-то 15% сил и твоей жизненной энергии, которая тебе дана, просто на то, чтобы постоянно, ежечасно нейтрализовывать яд, который ты в себя пихаешь. Я лично при таком многолетнем парении, не то чтобы я не знала это, я не обращала на это внимание, относилась к этому вот так вот, типа ой, я закрываю глаза, ой, я не буду про это думать. Но на самом деле я в последнее время действительно начала страдать от того, что у меня постоянно падает энергия. И я не могу понять, почему. Мой организм, он на самом деле он мой друг. Он хочет, чтобы я выжила. Чтобы это тело продолжило жить. Чтобы оно продолжило жить, тебе не должна быть достигнута критическая как бы отметка этого никотина. Никотин нужно вывести как можно быстрее. А мы продолжаем, как дебилы, пихать в себя вот это вот. Да, курить адаптер для флешки – это круто, конечно. В общем, открывайте YouTube и смотрите похожие на это видео. Смотрите и вникайте в опыт других людей. Неважно, сколько им лет. Я, когда пошла бросать, я посмотрела несколько десятков видео. В основном я смотрела видео женщин и девушек, потому что я все-таки считаю, что бросание, как происходит бросание у женского пола и у мужского, я все-таки считаю, что это может отличаться, потому что у нас психика очень отличается. И я все-таки предпочитала смотреть женщин. Ну и мужчин тоже смотрела, но не так часто. И из каждого видоса вы будете так или иначе черпать какие-то триггерные фразы для себя важные. Вы будете находить мотивацию. Я очень много видела видео, на которых девушки рассказывают, что вот месяц назад они бросили курить. Я также сейчас месяц назад бросила, и я рассказываю тебе об этом. И они также сидели и рассказывали об этом. Вы не представляете, насколько они мне помогли. Это просто колоссально. Я слушала их опыт, я слушала просто с жадностью. Я вникала в то, что они говорят. Они рассказывали, как им было там плохо, как им было трудно и так далее и тому подобное. И к чему в итоге они пришли. Как они вот сидят реально месяц без никотина, и уже им стало легче. Меня это жутко мотивировало. Я себе сказала: Маш, вот они же смогли. Ну они вот такие же девушки, женщины, такие же, как ты. Тоже со стажем там большим. Кто-то с маленьким, конечно. Я не сильно люблю смотреть видео, где кто там прокурил 2 года, например, ну совсем что-то мало. Просто у меня-то опыт побольше. Я все-таки считаю что зависимость, например, 17 лет, как у меня там, 20 лет, да, вот где-то в районе 20 лет и 2-5 лет, я просто все-таки считаю что это разные вещи. Это вот, степени зависимости отличаются. То есть по-любому я более зависимый была человек, чем тот человек, который прокурил 2 года. Как можно больше потребляйте вот этой информации, которая может вас мотивировать, потому что это реально работает. Реально без шуток. Что касается книг,
всемирно известная книга Аллена Карра «Легкий способ бросить курить». Вещь, которая помогает не всем, но все-таки попробовать стоит. Я слушала это в формате аудиокниги на скорости 1.25, 1.5. Книга Аллена Карра конкретно обо мне подкрепила, укрепила вот эту решимость бросать. Решимость того, что я действительно собираюсь расставаться со своей пагубной зависимостью. Очень много я слышала разных мнений по поводу этой книги, в том числе то, что она там совершенно не помогает, а кому-то она совершенно идеально помогает, поэтому я не могу сказать, универсальный это способ или не универсальный. Каждому человеку нужно пропускать эту информацию через себя и делать какие-то определенные выводы. Я скажу, что это не первый раз в моей жизни, когда я слушала книгу Аллена Карра «Легкий способ бросить курить». И когда я слушала ее в прошлом, я над ней просто смеялась. Я над ней насмехалась, я говорила, ой, чувак бредит там и все прочее. Но когда я слушала ее в 2026 году, я уже не считала это таким бредом, потому что Аллен Карр, он очень так проникновенно описывает те ситуации, в которые попадает типичный курильщик. Он очень сильно делает упор на то, какой дискомфорт испытывает курильщик тогда, когда он не может покурить, в какие ситуации попадают курильщики. Вот больше всего я вот это запомнила. Из всей книги я больше всего запомнила именно не какую-то мотивацию, а именно то, насколько фигово живется курильщиком. Потому что курильщиком на самом деле быть-то непросто. Ты постоянно как какой-то изгой, все время тебе нужно прятаться для того, чтобы курнуть, и все время выходить, что-то находить, все время покупать, убеждаться, что эта пачка у тебя есть. Короче, Аллен Карр очень проникновенно про это говорит. Постарайтесь реально вникнуть. Если вы хотите бросить, приложите к этому усилия. Постарайтесь услышать человека и то, что он пытается вам донести. Постоянно старайтесь держать в голове то, что новая доза никотина, она просто убирает ломку от предыдущей дозы. То есть предыдущая доза у вас была, вот вы там покурили, предыдущую дозу получили, уровень никотина в крови упал, вы курите следующую сигарету и заглушаете тем самым ломку, которая была вызвана предыдущей сигаретой. И, кстати, Аллен Карр в своей книге то же самое говорит. И это реально так и есть. Биохимически это именно так и работает. Просто какой-то абсурд, это реально какой-то беличье колесо, в которое мы попадаем. Попадаем на очень много лет. А теперь я рассказываю конкретно, что я сделала. Когда я в себе выращивала в течение скольких-то дней вот эту вот мотивацию и решимость это сделать наконец-то, также я готовилась к бросанию курить и купила кое-какие вспомогательные штучки. Значит, бросала курить я на вот таком вот препарате, не на препарате, а при помощи препарата цитизин. Все, что я сегодня буду показывать, является лишь моим личным опытом. Это не является руководством к действию. Перед тем, как принимать любой препарат, вы должны ознакомиться с инструкцией по применению и с противопоказаниями. Цитизин, короче, это то же самое, что Табекс. Табекс просто более известное действующее вещество, насколько я понимаю, это одно и то же. Значит, вот он пьется также по схеме. Это вот я пила вот по такой схеме. 9 мая я еще курила, и 9 и 10 мая я еще, 26 я еще курила. И при этом начала уже принимать этот препарат 6 раз в день, через каждые 2 часа. Ну, короче, в инструкции написано, как его пить. То есть это вот я себе так расписывала все применение этого цитизина. Ну, что ты там не фокусируешься-то, в смысле? При приеме цитизина разрешается первые 5 дней курить одновременно с применением вот этого вот препарата. Я курила всего лишь 2 дня, и на 3-й день я уже не курила и просто продолжила принимать до конца эти таблетки. На бросание, значит, идет 1 пачка цитизина, и она принимается, получается, 21, 23, 24, 26 дней я ее пила. 26 дней у меня ушло для того, чтобы пропить эту упаковку цитизина. Препарат цитизин уменьшает тягу к курению и облегчает синдром отмены. Это, собственно, то, чего я и хотела, и я думаю, что я в полной мере получила это от этого препарата. Несмотря на то, что на препаратах я бросаю вообще впервые, я думаю, что цитизин дал отличный результат, потому что я предполагаю, что мне могло быть хуже. Обязательно внимательно читайте инструкцию по применению и смотрите на противопоказания. Продолжаем, значит, список того, что я купила для бросания. Опа! Вот эта тема. Короче, сначала я покупала пачку, это 2-я уже, я еще не одна ее жру, здесь 100 штук. Я ни в одного, честно, ни в одного сожрала.
Сначала я купила чупсы с этим мороженое, короче. Вот мороженое. А сейчас я купила фруктовые с колой. Тут 100 штук. Забыла по какой цене, что там, то ли 10 рублей за штуку. Ну, короче, упаковка вот эта, по-моему, 900 что-то там. Короче, ну, 10 рублей за штуку. В магазине они, кстати, стоят по 12, 13, 14. Ну, короче, какие-то непонятные. В общем, вот, чупики. Это, значит, такая вот у меня была подготовка. Также я купила упаковку из 20 штук орбита сладкой мяты. У меня уже осталось 2 только такие. То есть прошел месяц, у меня 2. Я жевала как конь. Ну, расскажу об этом чуть позже. И это абсолютно не реклама. Это то, что помогло мне в течение первых 2 недель. Травяные сигареты. Здесь еще ничего нет. Я все это скурила. Травяные сигареты. Что это такое? Вы, короче, не подумайте. Это не никотин. Травяные сигареты – это, короче, сигаретная гильза, то есть фильтр, сигаретная бумага. И туда напихана сушеная мята. Вот конкретно я курила, это внутри сушеная мята. Никакого там нет табака, никакого там нет никотина. Отвечаю, что там его нет, потому что когда ты это куришь, если бы там был никотин, я тебя умоляю, я прекрасно знаю это чувство, у тебя было бы и облегчение, и приход, и все, что хочешь. Эффекты никотина, я думаю, все курильщики знают. Это просто курение сена, понимаешь? Вот как будто вот, я не знаю, это у кого-то даже это ассоциируется с детством. Когда ты в детстве делал какую-то самокрутку, туда пихал сушеную траву и вот курил. Это вот примерно то же самое. Но эта штука очень мне помогла в течение первых где-то 14 дней. Потому что тогда, несмотря на то, что я пила цитизин, у меня голова была просто в шоке. Представляешь, человек 17 лет дрессировал себя, как собаку Павлова. Еще хуже даже. В течение 17 лет я себя дрессировала, и тут раз, и просто лишила этого. И то есть, да, я абсолютно уверена, что таблетка мне помогала, но у меня просто вот это вот, когда ты только бросаешь, у тебя получается такая жесткая ломка, что ты сидишь и не можешь занять руки. Ты не понимаешь, где твои сигареты, что тебе сейчас делать. И когда у меня была вот эта вот травяная, вот даже здесь написано 0 никотина, 0, ну давай сделай этот, 0 никотина, 0 табака. Вот. Это вообще тема из Индии пошла, насколько я знаю. А может и нет, да пофиг. В общем, эта штука, травяная сигарета, она реально вот имитирует этот ритуал, несмотря на то, что я не курю обычные сигареты, от меня никогда не воняло, как бы все 12 лет никто не знал даже, что я курю. Кому не надо, тот не знал, потому что от меня не пахнет, ничего, ни зубы не желтые, ничего там не это. Кстати, вот не в тему, но я хотела показать. Это, короче, зубы парильщика после 12 лет парения. Кто-то пишет то, что из-за парения желтеют зубы, но я с этим не могу согласиться, потому что у меня, в принципе, всегда такой цвет эмали был слегка желтоватый. Никакого налета там, ни камней, ничего у меня нету. То есть мне за 12 лет не пришлось даже чистки вот эти вот делать. Я серьезно отвечаю. В плане воздействия на зубы парение очень сильно отличается от курения. Не знаю, зачем я к этому сейчас пришла. Так вот, чупа-чупсы, значит, купила, жвачки я купила, травяные сигареты, цитизин я купила. Ну, в общем, вообще-то, да, таким образом я подготовилась. То есть я подготовила себе что-то, чем можно вот буквально занять рот и руки. То есть ты берешь вот эти чупа-чупсы и сосешь там, насасываешь. То есть ты занимаешь рот тогда, когда тебя начинает ломать и очень сильно тянуть к курению. Теперь я буду рассказывать по дням, что, значит, случилось со мной, когда я вела дневник. В этом дневнике, вот такие вот у меня дневники, я записывала свои состояния. Я записывала, какой сейчас день, и что в этот день я чувствую, и какие как бы вещи беспокоят меня больше всего. Короче, 9 мая я начала принимать цитизин и бросила 10 вечером. То есть 2 дня я пропила все это, и как бы считается, что с 11 мая я бросила. И вот как раз вот этого 10 мая вечера, у меня написано «бросила вечер», я, в общем, собрала свою парилку, положила ее в коробку,
У меня там еще было где-то около 400, понимаешь, 400 миллилитров жидкости для электронной сигареты. То есть у меня в таких, я заказывала жидкость с доставкой, почтой, короче, неважно где, неважно как, это уже не имеет значения. Там такие большие флаконы по 100 миллилитров, и у меня 400 миллилитров этой жидкости точно было. То есть я еще могла курить, а только потом пришлось бы заказывать ее. Я собрала, в общем, все там жидкости, у меня мундштуки какие-то были, у меня был еще запасной бак стеклянный, вот этот вот атомайзер. Батарейки я оставила, не стала выбрасывать, что батарейки могут пригодиться для других устройств. И сигарету туда положила, значит, в эту коробку запечатала, вышла на улицу, встала, это было вечером, где-то около 11 вечера, вышла на улицу, встала около мусорного бака, поговорила со своей сигаретой, попрощалась с ней, причем в таком грубом достаточно ключе, короче, послала ее, говорю, ты мне задолбала уже просто, я от тебя устала, я от тебя избавляюсь, все, я не считаю нужным оставлять предметы для курения дома, когда ты хочешь бросить. Просто ты сорвешься, ты пойдешь это покуришь, потому что у тебя это есть в доступе. Уж я себя-то знаю. Поэтому я это выбросила, прям все кинула в мусорный бак, в помойку, в вонючую. Знаешь, типа у нас в доме этот, ну, типа мусоропровод, с которого все мусор-то кидают на первый этаж, и на первом этаже огромный такой бак вонючий, где весь мусор скидывают. То есть даже если ты захочешь потом найти там эту сигарету, пока этот мусор не вывезли, ты все равно будешь, получается, как бомж в помойке рыться. И, короче, туда я все выкинула, сказала там все, что я думаю об этой сигарете. Это пару минут я, наверное, с ней разговаривала. Хорошо, что никто не видел, тут соседи бы дурку вызвали. И все. Пошла, короче, я гулять. Пришла домой, вот я прям точно помню. Пришла домой после 12 ночи. То есть около часа я погуляла, прихожу, сажусь за компьютер, и у меня рука что делает? У меня рука просто такая автоматом, хуп, а где? А как? А как теперь жить? Что теперь делать? И сейчас я покажу гениальное изобретение, которое я придумала после 12 ночи, в первый день, когда я выбросила свою электронку. Это, короче, ручка, у которой вот здесь вот заклеены малярным скотчем дырки. Знаешь, что я делала? Ой, нифига, она уже запылилась. Она, короче, у меня лежала сейчас на полочке. Я типа курила вот так. То есть я сделала так, я вытащила оттуда стержень, и у меня было настолько, как тебе объяснить, настолько сильное желание сделать действие, которое похоже на курение. Настолько, что у меня, я думала, что психоз просто начнется. Я быстро прям раскрутила ручку. Я помню, это было очень импульсивно, это было очень быстро, и это прям было неосознанно. И я сидела и так вот. Как я курила свою парилку постоянно? Вот я брала рукой, то есть она же не как сигарета курится, парилка. Вот сигарета так. А парилка, она вот так вот держишь и кнопку нажимаешь, чтобы ее активировать. Кнопку нажимаешь, она начинает спираль нагревается, жидкость на вате испаряется, и ты это вдыхаешь. То есть я держала это вот так. Я прям сидела, все, пришла домой, сделала это и сидела вот так вот. Я прямо полностью имитировала, типа, тот ритуал, который я обычно делала. Вдумчиво. Я делала это, будто это настоящая сигарета. Вдыхала воздух, задерживала, выдыхала. Вдыхала, задерживала и выдыхала. И прикол в том, что на 5%, но это реально успокоило мне мозги. Я понимала, что это не сигарета. Наверное, не совсем. Мозг-то наш не совсем глупый, чтобы понять, что это не сигарета. Но это реально работает. И я использовала этот метод с вдыханием воздуха через ручку, имитацию типа курения, плюс вот эти вот травяные сигареты, когда мне совсем просто с мозгом все плохо было. Я использовала эти вот два метода, и это реально классно сработало. Потому что я понимала то, что моя цель на ближайшее время – это дождаться того, пока никотин физически выведется из тела. Все. Что он перестанет влиять на меня. То есть мне нужно было пережить вот эту ломку. И то, что сейчас показываю, реально берите на заметку. Если вы бросаете, прям берите на заметку трубочки, ручки пустые, сосать и вдыхать. Вдыхать, задерживать дыхание действительно можно, и это действительно работает. Это на какой-то процент обманывает головной мозг.
Начинаем с моих заметок. На второй день отказа от курения. Заметила, что из носа перестал течь глицерин. Раньше я постоянно вытирала нос платком. Я не уверена, что это из носа тек именно глицерин. То есть при потреблении жидкости, которая содержит глицерин, пропиленгликоль и никотин, значит, постоянно в течение всех этих лет у меня постоянно вот из носа текла прозрачная, бесцветная, без запаха, без вкуса жидкость. А она была как вода. Это не сопли никакие, я не страдаю гайморитами или чем-то еще, у меня все нормально с этим. У меня не заложен нос. Короче, это какая-то именно вода, которая образуется из-за курения. То ли это сродни какой-то аллергической реакции, то ли это действительно пропиленгликоль с глицерином вытекают у тебя из носа. Я не знаю, что это, но на второй уже день после отказа от парения это прошло, и из носа постоянно перестало течь. Это прикол. Вечером была тошнота, головокружение после прогулки. Это было, кстати, очень странное чувство на второй день после отказа от курения, потому что никогда у меня не было тошноты и головокружения после прогулки. Казалось бы, что такого, но для меня это было необычное состояние. Я вообще не страдаю головными болями, головокружениями и тем более. И тошнота, это было очень странно. Но я поняла то, что это все просто отмена никотина проявляется именно так. Ломка проявляется именно так. И, скажем, не именно так, а в том числе и так. Я принимала это как есть. На третий день у меня нет никаких заметок, потому что он никак не отличался от второго. Вот на четвертый день такая заметка. Второй день плохой сон, не могу заснуть. То есть это означает то, что с третьего дня отказа от курения у меня начались проблемы со сном. Курение воспринимается как неотъемлемая часть жизни. Типа, какой смысл что-то делать без курения? Голову как бы разбирает изнутри. Заболел зуб, написано. То есть в четвертый день мозг начал у меня делать свистопляску. Курение воспринимается как неотъемлемая часть жизни. Какой смысл что-то делать без курения? Я думаю, вы понимаете, что стоит за этой фразой. То есть мозг отчаянно пытается понять, а будет ли никотин? Где никотин? Никотин выйдет вообще или нет? В смысле, он придет к нам вообще или нет? По поводу того, что у меня здесь написано «заболел зуб». Как бы вам объяснить? После того, как мы отказываемся от никотина, в том числе и в деснах восстанавливается кровообращение. В деснах, а соответственно десны рядом с зубами, восстанавливается кровообращение. Сосуды больше не сужены, они начинают расширяться, восстанавливается там кровообращение, нормальная микрофлора рта. И это может провоцировать то, что какие-то вещи, вот у тебя, например, были какие-то проблемы зубные или десневые, и после отказа от курения эти вещи начинают как бы стрелять, они начинают быть более явными, потому что сосуды больше не сужены. На самом деле в Гугле очень много запросов по поводу того, что бросил курить, заболели зубы, бросил курить, заболели десны, бросил курить, воспалились десны. Короче, у меня случилась тоже такая ситуация, я даже не знаю, стоит ли подробно ее рассказывать. Короче, я скажу то, что у меня заболела десна в одном месте, щека внутри в другом месте, и 2 зуба у меня заболело. Я ходила в стоматологию и тратила деньги на то, чтобы выяснить, что там такое происходит. Я не хочу в это углубляться, я просто хочу сказать, что очень многие люди сталкиваются с тем, что у них после отказа от курения болят зубы или десны, и длится это энное количество времени. С этим придется разбираться, если что-то заболит, придется разбираться, идти в стоматологию, что-то решать. Далее у меня запись идет на 5-й день. Плакала из-за зубов, агрессия. Начинаешь испытывать агрессию, такое агрессивное поведение, тебе не нравится окружающие, тебе не нравится, что они делают, тебе не нравится вообще свое состояние, в принципе, все тебя как будто бы жизнь начинает не устраивать. Это все симптомы ломки. Плакала из-за зубов, и действительно, это первый раз, когда я там заплакала и расстроилась, потому что меня взбесило то, что я вот якобы делаю какие-то действия, глобально направленные на свое здоровье, на свое будущее и все прочее. Извините, я за 17 лет серьезно так прям беру и бросаю курить, и тут вот эти вот зубы с деснами начинают меня доставать. То есть у меня зуб болел, зуб из-за десны, из-за десен в 2 местах, которые рядом с зубом болел настолько сильно, что я не могла вот так вот сжать челюсть. Фоновое плохое психическое состояние оно меня вызвало то, что я начала из-за зубов рыдать, меня эта ситуация выбесила. Мне было реально, без шуток,
очень обидно, очень обидно. Казалось бы, я делаю такие вот действия, да, а меня берет, и мой организм обижает. Вот так вот мне было обидно. Далее запись у меня идет на 7-й день. Первое утро, когда я проснулась и подумала, в принципе, можно и не курить. Я не испытывала агрессии, и это меня удивило. Итак, запоминайте, 7-й день отказа от курения. Первый день, когда я подумала, что в принципе можно и не курить. Вот тут реально надо сделать себе заметку, то что вот претерпеть первую неделю нужно прямо вот на волевых, прям объяснять себе, потому что мозг будет придумывать тебе всякие разные оправдания. Нужно ничего не слушать, нужно просто дать себе время отдыхать, много спать, сосать чупа-чупсы, делать все, что угодно и говорить себе: потерпи, это пройдет. Это пройдет. И на 7-й день лично у меня появились первые проблески какого-то там осознания того, что можно, в принципе, и без сигарет-то прожить. Почему-то в этот день я не испытывала агрессии. Следующая запись на следующий день, на 8-й. Не спала, а дремала всю ночь. У меня начались эти вот проблемы со сном, то что я долго лежу, ворочаюсь, как уж на сковородке, знаешь, типа вот положи ужа на сковородку, он будет такой вот так вот. Вот у меня то же самое было. И спойлер, сегодня 32-й день, 33-й, это продолжается по сей день. Да, я сплю нормально, у меня нет проблем со сном, есть проблема с засыпанием. С засыпанием есть проблема, со сном нет. Действительно, если я заснула, все, я конкретно сплю. Есть проблемы с засыпанием, которые длятся по сей день. Я уверена, что это пройдет, абсолютно уверена. Но пока что это так. И вот на 8-й день я дремала всю ночь. Получилось так, что вот эта вот степень незасыпания, она настолько сильно прогрессировала, то что я не спала с самой ночи до утра. Вот все время, которое я могу спать, я просто пролежала, и я не смогла заснуть просто физически. Вот так получилось. Будто просто лежала с закрытыми глазами и не могла заснуть. Вот так и было. Это 8-й день, напомню. Боль в зубе усилилась, настроение меняется от «не хочу жить» до «возьми себя в руки». Эмоциональные качели прям были конкретные. И с этим придется сталкиваться. Это вообще никуда не выкинешь. И невозможно ничем это сгладить. Следующая запись на 10-й день. Лицо до сих пор отечное, будто я бухала 2 недели подряд. Это запись на 10-й день. Короче, прикол. Реально, с первого дня, как я бросила никотин, у меня и так есть проблемы. Сейчас покажу. То есть у меня само по себе, у меня вот этот вот под глазом мешок, он очень выраженный, и носослезное вот это вот выраженное тоже. У меня вот это вот место, ну, просто такое строение у меня лица, генетически мне такое досталось, сорян. И вот у меня вот это вот все, мешки, они опухли до того, что я реально выглядела, знаешь, как алкаши набухают, вот такие, я не знаю, как это объяснить, они все, короче, и как будто пчелы покусали. Вот меня, я на себя смотрела в зеркало и думала: господи боже, типа, ну что с тобой такое, почему у тебя лицо такое отечное? И вот 10-й день после отказа от курения, лицо до сих пор отечное, будто я бухала 2 недели подряд. What? 10-й день, это все еще продолжалось. На 10-й день еще есть заметка. Перевернула просто. Что было за эти дни? Я решила сублимировать, значит, что у нас было. Ну, короче, что было по 10-й день вообще? Какие вот физические изменения? Живот крутило, спазмировало живот. Это действие ацетилхолина. И были ощущения в грудной клетке какие-то сжимающие. У меня, кстати, было, то здесь поколет, то справа поколет, то слева поколет, то справа поколет, то слева поколет. Какие-то такие были колящие именно ощущения, вот у меня лично. И закладывала нос. Насчет закладывания носа есть еще прикол. Весь вот этот месяц я в рандомный момент начинаю чихать. Вот я могу просто сидеть, у меня в носу что-то такое, знаешь, типа, такое, как будто что-то покал, что-то там такое, апчи. Я сижу, я могу 5 раз чихнуть, я как дед старый пердун. Я сижу просто и чихаю. Я не знаю, что это. Я не шарю, что это такое. Но закладывала, да, бывает, просто сидишь, у тебя раз заложила нос. В какие-то дни бывает закладывают правый, потом левый, потом правый, потом опять левый. И, короче, вот. 10-й день еще заметка. Кажется, что все очень просто. Бросить курить просто. Зацени, какие мысли. Почему вокруг этой темы так много разговоров и страхов? Действительно, почему? Только недавно я и представить не могла, что я не курю. И вот сейчас мне почти все равно. Я живу без этого. То есть на 10-й день
отказ от курения, я впервые почувствовала, что мне почти что все равно. Пожалуйста, запомните этот момент. Вы знаете то, что когда вы бросите, обязательно настанет этот момент, когда станет легче. Обязательно. И вот 7-10 день начало становиться легче. А дальше сейчас будет интересная вставка. Я записала видеодневник на 11-й день бросания курить. Это единственный видеодневник, который я записывала. Я больше не вела никакие записи. Просто так вот вышло, что в 11-й день почему-то мне заприспичило. У меня был подъем мотивации, настроения. Мне казалось, что у меня все получается. Поэтому я решила записать такой видеодневничок. Давай его посмотрим. Приветики! Сегодня 21 мая 2026 года. Сегодня, значится, 11-й день моего отказа от курения или бросания курить. Честно говоря, я думала, что мне будет гораздо сложнее, потому что очень многие люди боятся бросать курить и думают, что с ними произойдут какие-то страшные вещи. Но когда я сейчас живу уже в 11-м дне отказа от курения, я понимаю что я с утра просыпаюсь, и первое, что я делала раньше, это парила свою дудку. Курила электронную сигарету, скажем по-другому. Естественно, все курильщики, все парильщики делают так, что им с утра нужно покурить. И я заметила что где-то начиная с 8, 9, 10, вот сегодня 11 день, примерно где-то вот так вот, да, через неделю с чем-то после того, как я бросила, я поняла что я с утра просыпаюсь, и мне, в принципе, все равно. То есть, да, я вспоминаю, что да, я когда-то курила, то есть я сразу с утра потребляла никотин, но мне стало все равно. Хотя сейчас всего лишь 11-й день. Я думала, вот эта ситуация, когда человеку стало все равно, она возможна где-нибудь через месяц, например, после отказа от курения. А у меня получилось так, что вот 11-й день, и все окей. Да, я продолжаю допивать таблетки под названием цитизин, которые уменьшают симптомы ломки. Сейчас я уже пью, по 4 таблетки в день. Сначала было 6, потом 5, сейчас уже 4. И после 25 числа что-то там еще по одной-две штучки там допивается, и пачка заканчивается. В целом, конечно, сложно сказать, помогло мне это или нет, потому что я бросаю первый раз в жизни, первый и последний, как говорится, и я при этом использовала цитизин. То есть я не могу сказать, что было бы, если бы я его не использовала. Вообще, в целом, я ловлю себя на том, что я просто забываю что я 17 лет была тем человеком, который постоянно чего-то курил. Я в целом начала просто об этом забывать. То есть я сейчас чувствую что я начинаю думать уже о других вещах, о рабочих вещах, о канале, и так далее. То есть, хотя прошло всего 11 дней. Я начинаю думать больше о решении каких-то своих насущных вопросов, чем о том, покурила я или не покурила. То есть мне все больше и больше с каждым днем становится пофиг. Естественно, память о том, что я когда-то курила, она не может просто исчезнуть, раствориться в воздухе, потому что это такой был достаточно большой пласт в моей жизни. Но сейчас я чувствую, как эта зависимость, она реально отступает. У меня сейчас уже нет такого, что мне хочется экстренно что-то пожевать. Как вот в первые дни было, я вообще как псих просто жевала эти жвачки, чупа-чупсы, У меня сейчас это полностью уже прошло, то есть я такая, у меня есть чупа-чупсы, может быть, пососу чупа-чупс, может быть, не пососу, может быть, пожую жвачку, может быть, не пожую. Сейчас вообще гораздо меньше начала этого делать. Я не могу сказать, что жизнь как-то сильно люто изменилась, потому что, по сути, я ничего в жизни не добавляла, я только убавила из жизни курение. Говорят, что год нужен для того, чтобы точно уж сказать что ты уж точно бросил. Ну и ладно, я просто дала себе установку такую, что я просто не курю больше, и все. И реально сложно было только первую неделю. Я думала, сложно будет первые 3 дня, и я хотела, если честно, чтобы они быстрее прошли, потому что было вообще не очень. В мозге происходило что-то странное. Я никак не могла найти, где моя сигарета и как мне ее покурить. Но потом 4-й, 5-й день тоже были достаточно сложными. Но когда уже прошла неделя, как будто после недели что-то начинает в голове резко переключаться. И ты уже с утра просыпаешься, и ты думаешь, ну да, вот я просыпаюсь, и у меня нет
моей палки-дуделки, я не могу получить никотин, да я, в принципе, и не хочу, потому что он как бы из тела уже вывелся, и тебе становится как бы все равно. В течение дня тоже думаешь, ну, наверное, надо покурить, а, я же не курю, ну, ладно, тогда и, в принципе, и не надо. Мне кажется, потихоньку, помаленьку, с каждым днем я все чаще буду понимать то, что вот я попадаю в обычные свои жизненные ситуации, делаю свои там обычные дела, ну, просто при этом не курю. То есть, как бы уже, когда никотин вывелся, ты уже чувствуешь то, что ты просто теперь психологически, как бы и механически борешь эту привычку. Что значит механически? Потому что иногда все-таки бывает, не так много времени прошло, иногда все-таки бывает то, что рука просто вот автоматом тянется взять свою курилку и покурить ее. И ты понимаешь, что ее нет, и, в принципе, перестаешь уже сильно расстраиваться как-то. Типа, ну нет и нет, и ладно. В целом, это все мои впечатления на 11-й день. Такая У меня было прям такое позитивное настроение. Мне казалось, то, что дальше будет становиться все легче, потому что когда ты вот переживаешь вот эту вот ломку и вот эти вот неприятные агрессивные как бы ощущения каждый день, ты не знаешь, чем занять себе руки, как тебе вот избавиться от этой вот именно привычки тянуть что-то в рот. Э, Ты постоянно думаешь о том, когда уже станет легче. Ты жаждешь этого момента. И вот реально на 11 день, когда я записала этот дневник, мне казалось то, что мне уже легче. Но есть подводные камни, о которых я расскажу дальше. 12-й день. Это следующий после видеодневника. Впервые убралась в комнате и на столе. Как это объяснить? Это все связано с психоэмоциональным состоянием. Короче, я убираюсь каждую неделю. Один раз в 7 дней стабильно я убираюсь, я чистюля, мне нравится, когда все убрано, когда все помыто. Уборка для меня это как будто бы такой этап, когда я ставлю точку, и после этой точки новые какие-то дела. Убираюсь, ставлю точку, новые какие-то дела. Вот у меня в моей психике это работает именно так. И я впервые убралась только на 12-й день. И это для меня конкретно это имеет значение, потому что получается, что 12 дней я сидела в пыли, скопилась тут пыль, там вещи там где-то какие-то не на своих местах лежат. И мне было настолько все равно все эти 12 дней, я была погружена только в свое вот это вот бросание, в анализ своего состояния, вот в эту вот рефлексию, что мне было абсолютно плевать, грязно вокруг меня или нет. Обычно это не так, но так как вот бросание курить это необычный период, уборка у меня вот была поэтому только на 12-й день. А уборка для меня лично уже означает такой позитивный сдвиг. Потому что я как бы всегда убираюсь, я люблю это дело делать, и для меня это означает позитивные изменения. 14-й день. Только спали отеки с глаз и с пальцев рук. То есть, когда я рассказывала про свои отеки на глазах, которые у меня длились и по 10-й день, то есть, короче, они длились 14 дней. 14 дней мое лицо было отекшим, и я это отчетливо видела. То есть, вот эти вот места, вот эти вот мешки такие, и были отекшие пальцы. То есть, я смотрела на пальцы, а они были прям какие-то сосисоньки. И вот на 14-й день я заметила то, что все стало хорошо. У меня села камера, поэтому был перерывчик. Продолжаем и обсуждали, значит, мы 14-й день, что спали отеки с глаз и пальцев рук. На самом деле эта проблема реально не только у меня. Я видела еще людей в комментариях Ютуба под видосами о курении, которые говорили о такой проблеме. И у меня написано, до 25 мая все шло хорошо. 25 мая – это 15-й день от того дня, когда я бросила курить. Что случилось такого 15 мая? У меня какой-то случился приступ. Читаю, что у меня написано. Сильно хотела курить. Рассуждала о том, что если бы были безвредные аналоги сигарет, обязательно курила бы их. То есть у меня случился реально вот на 15-й день такой жесткий приступ хотения курить, что я не знаю, как это описать. Я точно помню, что в тот день я уже не брала ручку, я уже брала вот такую вот просто трубочку для коктейля, сувала ее между зубов вот так вот, подкусывала.
очень долго вдыхала, очень долго задерживала дыхание. Дыхание квадрат, типа вдыхаешь 4 секунды, задерживаешь 4 секунды, выдыхаешь 4 секунды и еще пауза 4 секунды. Но я делала это не 4 секунды, а много. Прямо так вот. Я это делала долго, много, потому что у меня был реально приступ в голове такой, хотение курить, что я просто не знала, куда мне себя деть. Я не знала, что мне можно сделать для того, чтобы это все облегчить. Внимание, наступает 16-й день. Проснулась с мыслью о том, что хочу курить, причем сильно. Как видишь, все опять продолжается. Надоели нарушения сна. То есть меня это начинает уже бесить. Я напомню, со второго дня плохо засыпаю. Не могу заснуть ежедневно, а потом не могу проснуться. Не знаю, когда это закончится. Чихаю по несколько раз в рандомные моменты. Я уже про это рассказывала. Буквально каждую минуту мысли о курении. Итак, это второй день, когда меня просто дико одолевают мысли о том, то, что вот, курение буквально там, типа, вообще смысл какой-то жизни. Наступает 17-й день. Я пишу, что у меня ангидония, неспособность испытывать радость. Действительно, это ощущалось именно так. Работаю, то есть я как напоминаю, типа вошла уже вроде как в жизнь, я там, помыла стол, убрала, там работаю, там все дела делаю, концентрация внимания у меня есть, но в целом чувствую, что мне на все наплевать. Хотя для меня важен результат работы. Прямо порадоваться за это я не могу. Равнодушное отношение ко всему. Проснулась с мыслью быстрее соскочить с кровати и пойти мыться, а то еще опять буду думать о курении. Буквально цитирую, да, что я пишу. Постоянно думаю о том, что, может, все это было зря. То есть на 17-й день отказа от курения головной мозг начал придумывать любые свистопляски для того, чтобы вернуть тебя обратно в ту колею, на которой он был 17 лет. Рецепторы пустующие как бы очень-очень сильно хотят, чтобы ты вернулся опять к никотину и облегчил им работу, понимаешь? То есть организм, мы сами приучили организм к этому, и сейчас он прям очень сильно требует прямо. Вот очень сильно, интенсивно поступают такие запросы. Первый, второй, третий день. Запросы о том, чтобы я прекратила маяться фигней и уже начала нормально курить. Давай, типа, покурим, и все эти проблемы решатся. То есть это реально мозг начинает с тобой торговаться. И у меня это случилось на какой там день, я сказала, на 15-й, по-моему. Итак, 18-й день. С утра просыпаешься, и только одна мысль. Зачем я вообще встаю с кровати? Нет никаких целей и планов. Точнее, есть, но они как бы ощущаются какими-то, не знаю, непонятными. И без того скучная жизнь превратилась в нечто вообще однотонное. Встаешь, а зачем непонятно. Ничего полезного не сделала в течение дня. И тут 18-й день. Вечером заставила себя помыть ванную. Что уже является прогрессом, но почему-то я его как прогресс не рассматривала. Спать до сих пор не могу. Точнее, я говорю, заснуть не могу. По сути, я осознаю, что ничего в жизни не изменилось, кроме того, что у меня отобрали соску. Неужели соска имеет такое большое значение? Или это такой хитрый самообман? То есть это вообще прям жестокое время, в которое мозг начинает торговаться. Испытываю агрессию, но не испытываю радости. Мечтаю не думать о курении и просто о нем забыть. То есть я реально, я вот как сейчас помню, то, что я вот в эти дни была в таком состоянии, типа, знаешь, мне просто надоело постоянно думать о курении. Я постоянно задавала себе такой вопрос. Когда я, во-первых, начну чувствовать какую-то радость, потому что сломанная система дофамина все-таки дает о себе знать, не поступает никотин, организм говорит, обломись с дофамином, типа, и ты начинаешь реально не чувствовать никакой радости. То есть сделал что-то хорошее, там, закончил какую-то работу, съел что-то вкусное, ты не чувствуешь радости. И пофигу вообще на все. То есть вот это вот такое состояние, его нужно просто перетерпеть. И реально были такие мысли, вот когда уже это курение просто вылетит из головы. Когда оно перестанет о себе напоминать. Типа, все, что ты не видишь, типа, организм, я живот, я решила все, что я не курю, что ты ко мне лезешь постоянно. Вот это реально меня бесило. И это был 18-й день. 19-й у меня тоже запись. Смотрим дальше. На 19-й день у меня еще одни проблемы были с эмоциональной регуляцией. Вечером я несла еду к микроволновке. Прям вот зачитываю, что у меня написано. Еда выпала из тарелки. Так бывает. Меня это взбесило, я кинула тарелку на пол, и она разбилась. Потом я села есть, смеялась и плакала одновременно. Я сидела с улыбкой, и просто слезы лились из глаз. То есть это просто я называю неадекватным состоянием, неадекватным психическим состоянием, когда
у тебя одновременно еда выпала, ты от этого испытываешь сильную молниеносную агрессию, ничего сделать с этим не можешь. Разбиваешь тарелку, она разбивается вдребезги на осколки, ты начинаешь это убирать, убираешь, накладываешь себе опять еду, садишься есть, и просто такие слезы вот у тебя текут. Вот это тут у меня было. То есть это реально, это просто шиза. Таким образом может проявляться вот эта вот никотиновая ломка. Организм говорит, что все, мне плохо, я умер, мне плохо, у меня нет настроения, и вот такая вот ужасная жизнь будет у тебя без никотина. Так вот мне организм говорил. 20-й день. На удивление, спокойный день. То есть сколько надо было? 15, 16, 17, 18, 19, где-то 5 дней, получается, 4-5 дней я перетерпела, и у меня начался 20-й день, спокойный день. Я уже поняла, что сигарет, вейпов не будет, и надо бы перестать их ждать. Отпуская мысль о курении, мысленно вхожу в число некурящих. Наконец-то меня более-менее отпустило, внутри стало чуть легче. То есть это еще раз подтверждает, что эти все состояния нужно было перетерпеть. И на этом мои записи практически заканчиваются. С 20 по 30 день у меня особо никаких записей нет, потому что ничего не происходило. Все это время у меня восстанавливалось настроение, и оно потихонечку организм восстанавливает свои функции, которые нарушил никотин, я напоминаю. И организм буквально осуществляет починку того, что было сломано при помощи никотина. И с 20 по 30 день улучшалось потихонечку, помаленечку мое настроение. Также у меня здесь есть заметка рассказать, что на 29-й день была проверка на срыв. Очень сильный стресс с рыданием и волной отрицательных эмоций. Но я даже не вспомнила о том, что нужно курить. Всего несколько дней назад произошел у меня буквально нервный срыв. Я рыдала много часов подряд, и была такая, в общем, нехорошая ситуация, о которой я разговаривать не хочу, честно. Мне было очень плохо, очень плохо. Ужасные мысли у меня были в голове, я даже озвучить это не могу. В общем, короче, полный ужас и рыдания, и очень огромный всплеск эмоций. Но самое интересное, когда я все это пережила, там, я поняла то, что у меня в голове не возникла даже идея, типа того, что, Маш, пошли покурим. Типа, смотри, что меня отделяет от сигарет? Магазин, типа до магазина дойти, купить сигареты, понимаешь, ничего не отделяет. То есть современного человека ничего не отделяет от получения никотина. Ничего. Это только его желание, курить или не курить. Так вот, даже будучи в таком состоянии, что у меня крышак поехал, я даже не вспомнила о том, что можно, типа, есть опция такая, сходить в магазин, купить сигу и закурить, получить этот никотин. Я не захотела этого делать, и мое тело тоже этого не захотело. Для меня это стало знаком, вот прямо вот знаком, то, что я офигела от того, что я могу справиться сама. И я, понимаешь, я внутри чувствую реально то, что я могу справляться сама со всеми ситуациями, и мне постоянное закуривание просто не нужно. То есть, видимо, я должна была это увидеть. То есть я все это время хотела себе доказать, то, что мне достаточно меня, просто достаточно меня и моей эмоциональной регуляции собственной для того, чтобы решать любые проблемы и реагировать на любые стрессы. Я это хотела себе доказать, и мне кажется, что я уже это доказала и продолжу доказывать дальше. Хотелось бы поговорить по поводу романтизации курения. Романтизация курения, я думаю, это такая темка, которая способна повлиять на каждого. Мы в детстве смотрим мультики, например, там, я не помню, в мультике Чип и Дейл кто-нибудь курил, в мультике Том и Джерри точно, по-моему, кто-то курил. Мы смотрим мультики, в которых персонажи курят. Мы смотрим кино, в которых крутые мужики, крутые парни, крутые женщины, типа крутые, курят. Они все такие с сигаретами, все такие пускают дым. Они такие, значит, при этом у них становится такой загадочный образ. Они такие, значит, клевые, крутые, прикольные. И ты, конечно, когда ты там подросток, юноша, там девушка, ты хочешь этому подражать в некоторой степени. То есть ты можешь словить от курения какой-то вайбик, типа. И лучше бы этого не делать. Это какой-то навязанный нам культурой вайбик, который имеет под собой потом огромные ужасные последствия. У кого-то сдувается легкое, у кого-то эти легкие воспаляются, у кого-то там сердечно-сосудистые какие-то проблемы, инфаркты, инсульты там в 30-40 лет. Я не хочу надолго останавливаться на этой теме, но я хочу сказать то, что вот эта вот романтизация курения на сознание подростков и юношей с девушками очень сильно действует. В музыкальных клипах, кстати, очень много пропаганды курения.
Буквально я вот недавно узнала нового исполнителя, который мне понравился, и он буквально в каждом клипе там пускает дымы, он везде там все курит, он подкуривает, он все вот это делает, он постоянно вот на этом, на курении. И он снимает там клипы. Мне понравилась его музыка как бы. А то, что он транслирует, какой видеоряд, мне непонятно вообще, зачем он это делает. То есть, но, видимо, то есть, опять же, это еще одно доказательство того, что люди ловят в курении какой-то вайбик. А вот этот вот вайбик в реальной жизни, ты такой насмотришься клипов и думаешь, да, крутые пацаны так делают. А вот этот вайбик в реальной жизни приводит тебя к сокращению твоей жизни на 15 лет, к ужасным заболеваниям, которые портят тебе жизнь, и к такой зависимости, которая она просто начинает внедряться слишком сильно в твою жизнь, управлять твоей жизнью, управлять твоим настроением. Это просто какая-то жесть. Мы, конечно, ничего не можем сделать для того, чтобы убрать вот эту вот пропаганду курения из масс-медиа. Я просто предлагаю подвергать вот эти вот все сцены типа вайбово, курение. Я предлагаю подвергать это сильной критике. Это не должно поддаваться для разума подростков под таким соусом, что для того, чтобы быть классным и крутым, нужно делать это. Чтобы быть классным и крутым, я вам сообщаю, нужно не курить. Не зарабатывать себе болезни, не укорачивать себе жизнь, не вонять, не вот эти вот сопли, как у меня были постоянные, там вода из носа, чтобы у тебя текла. Постоянно ты там переживаешь, взял ли ты свою зарядочку, взял ли ты свою батареечку, взял ли ты свою жидкость. Это отвратительно. Сейчас вот хотелось бы рассказать, что произошло со здоровьем спустя месяц плюс. Исчезла вода из носа, это я уже сказала. То есть можно сказать, что это и не минус как бы был, но знаешь, когда это происходит каждый день, типа вот ты, ну я даже начала понимать, то, что это происходит из-за парения, у тебя постоянно какие-то там чуть ли не капает даже какая-то жидкость, это очень странно. У меня лично пропала ортостатическая гипотензия. Что это такое? Что такое ортостатическая гипотензия? Это когда ты, значит, где-нибудь наклонился, что-нибудь там вытираешь, что-нибудь делаешь, короче, что-нибудь там поднимаешь, встал, и тут тебе резко стало плохо, и ты чуть ли не отъехал. У тебя потемнело в глазах, и все это. То есть на какой-то короткий очень промежуток времени головной мозг лишается кислорода. Я думала, что эта штука, ну, от чего угодно, но не от парения, не от парения, не от курения. И когда прошел месяц, у меня эта тема полностью исчезла. То есть теперь, сколько бы я резко не вставала, у меня не темнеет в глазах. Прикинь, я что-то даже не могла это соотнести, но вот как-то так. У меня стало больше энергии, и это реально факт. Больше энергии настолько, то, что я говорю, я даже заснуть не могу, как будто бы есть некоторое ощущение, что энергия остается даже не израсходована. То есть моему организму больше не нужно ежесекундно, ежечасно, ежемесячно, ежегодно перерабатывать никотин, выводить его из тела. И вот этот вот, как я говорила, там 15, например, процентиков энергии, оно у меня взяло, и теперь вот эти вот 15% энергии, о которых я говорила, которые отбирает переработка никотина, они теперь мои. Понимаешь? Они мои. Вот это вот осознание того, что эта энергия теперь моя, и мне не нужен там суммарно там час с чем-то в день курить. Это, блин, настолько прикольно. Ты сидишь, и ты впервые за все это время принадлежишь сам себе. Понимаешь? Я принадлежу сама себе. Я сижу, мне ничего никому не надо. Я не переживаю, что я с собой что-то забыла. Я не переживаю, что мне будет тревожно, если бы я не покурю. Я не переживаю того, то, что я выйду и что-то забуду там. То, что мне нужно с собой взять вот эти вот жидкости, сигаретки и все прочее. Мощное ощущение того, то, что ты освободился. Это прям не передать. Нужно бросить ради этого. Ради того, чтобы осознать то, что, оказывается, ты можешь. Я 17 лет думала на серьезке. Я на серьезке думала, что я не смогу, типа, что это уже просто, это выше меня, это типа сильнее меня. А на самом деле оказалось бред бредовый. Понимаешь, бред бредовый. Я реально, ты берешь это просто, пережидаешь вот эти вот дни, а я тебе перечислила, что происходило со мной. С тобой будет, может быть, все происходить вообще по-другому, может быть, в более легком варианте происходить. В данный момент больше не произошло никаких значимых изменений в моем здоровье, потому что, я повторюсь, у меня не было ни кашля, ни одышки, ни проблемы с головными болями, мигренями, тревожностями и все прочее. Тревожности у меня были, конечно, но они были обоснованы, как бы обусловлены какой-то темой конкретной, которая меня там, например, захватывает, и я могу реально растревожиться на этот счет. Я даже не знаю, мне кажется, тревожность это, наверное, не ко мне. Мне снилась всякая фигня. Мне ни разу не снилось за этот месяц то, что я курю. Самое интересное, сейчас вот что вспомнила. Мне не снилось за месяц то, что я курю, но при этом
до того, как я приняла решение бросить курить, то есть вот там в этом году, там некоторое время назад, например, 2 месяца назад, у меня периодически повторялся сон, то, что я иду по улице, у меня раньше был такой черный плащ, я иду по улице в черном плаще, нащупываю то, что у меня в кармане пачка сигарет, ну, обычных сигарет. Я нащупываю, открываю ее, а там, короче, 2 штуки осталось. И я понимаю, то, что мне нужно сейчас найти место, где мне их купить. И у меня начинается во сне. Я напомню, я курю вейп 12 лет. У меня начинается во сне вот этот вот сон, который мне проматывает вот эту вот схему такую, то, что если у меня осталось 2 сигареты, мне нужно срочно добыть еще, иначе у меня закончится, и я буду из-за этого тревожиться, я буду из-за этого расстраиваться, мне будет плохо, у меня типа ломка будет. Мне нужно это все закрыть, перекрыть, и поэтому мне нужно срочно найти, где купить сигареты. Я вроде там ищу, еще там то ли закрытый ларек, там то ли что-то еще. То есть я, короче, в шоке того, что до того, как я приняла вот это решение сейчас бросать в мае, этот сон повторялся. Я даже не думала о курении. То есть, понимаешь, у меня все, у меня каждодневный доступ к никотину. Но этот сон повторялся 3 или 4 раза, и я прямо начала это запоминать. Я такая: стоп, почему этот сон постоянно меня преследует? А я считаю, что это еще один знак, который был мне дан. Просто, представляешь, я реально об этом не думала. Ну все, я просто живу, я себе говорю: да, ты куришь, ну хорошо, куришь. У меня каждодневный доступ к никотину, никаких проблем. И постоянно крутится, 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 крутится. И я забыла сказать, кстати, сейчас немножко не в тему, но забыла сказать то, что в моем окружении нет людей, которые курят. Мои родственники, самые близкие, не курят. Мои самые близкие люди не курят. Я оставалась единственным человеком в своем окружении, кто курил. И ко мне тоже все относились снисходительно. Они все понимали то, что если мне сейчас говорить, ходить, то, что типа бросай, бросай, я все равно бросать это не буду. То есть и никто вообще не поднимал эту тему. То есть я просто хочу сказать то, что вот это вот бросание курить, это было моим решением, мое парение, оно не воняет, от меня не воняет, там типа у меня нет каких-то ужасных вот этих вот вонючих для других людей неприятных последствий. И, соответственно, мне никто на мозги не капал. То есть это полностью вот было моим решением. Подходим уже к концу видео. Я бы хотела поговорить, что такое бросить головой и по-настоящему, а не бросить на силе воли. Я думаю, то, что многие люди, когда совершают свои первые, там, вторые, третьи попытки бросить курить, они именно пытаются бросить курить на силе воли. Что это означает? Они себе говорят: все, мне нельзя, Вот им можно, а мне нельзя. Это плохо, плохо кончится там и так далее. Пытаются приводить себе какие-то рациональные выводы. И начинают себя именно ущемлять, понимаешь? Держать себя в узде. Типа вот я сейчас... Что такое сила воли? Это взять и держать себя за глотку буквально, схватить и держать. И говорить: нет, тебе нельзя. Вот ему можно, твоему другу, там, твоему коллеге, там, твоему родителю можно, а тебе нельзя. И ты такой весь, типа, чувствуешь себя лишенным. Вот, кстати, в книге Алена Карра есть подобная мысль. И нужно понять, что ты сейчас, бросая курить, а на самом деле ты не бросаешь ничего, ты просто делаешь другой выбор. Ты просто решаешь то, что ты сейчас будешь жить в других условиях. И когда ты перестаешь воспринимать это как лишение, желание курить реально пропадает. Вот я говорю на своем опыте. Реально пропадает. Я не чувствую себя лишенной. Я смотрю, другие люди, вот выхожу на улицу, другие люди курят. Я такая: хорошо, они курят, а я не курю. А я вот, у меня тут поломало, и все. И я себя чувствую нормально. Им предстоит бросать. Понимаешь, в любом случае, им предстоит либо мучительно умирать от болезней, либо бросать. А я уже сделала то, что им предстоит. Я уже бросила, я уже сейчас помучилась, отмучилась, решала вот эти вот проблемы. И я уже чувствую себя в плюсе, понимаешь? Я никого абсолютно не критикую, я не могу, и не имею морального права, и не могу, и внутри у меня нет желания критиковать или осуждать тех, кто курит. Вообще не осуждаю. Сама 17 лет курила, я не могу, даже не подумаю кого-то осудить. Курите, пожалуйста, вообще как бы проблемы какие. Но нужно найти в себе мотивацию это кинуть. Нужно найти в себе мотивацию это бросить и понять то, что ты сейчас реально не какой-то лишенный чего-то человек. Ты, наоборот, делаешь следующий шаг, который курильщики сделать не решаются. В большинстве своем там только, говорят, по самым там хорошим там данным, до 30 только процентов людей бросают своими силами курение, не доводя до каких-то страшных там болезней и так далее и тому подобное. По некоторой статистике это там 7%, по некоторой статистике это до 30%. Ну, короче, поняли, то есть это вообще далеко не только лишь все. И вот я предлагаю культивировать вот эту мысль, что бросание курить – это не лишение.
Это просто твой выбор. Ты выбрал другую жизнь для себя, другую судьбу для себя. Потому что абсолютно очевидно, что будет, если ты продолжишь дальше курить. Я задолбала себя этим вопросом. Говорю себе, ну ты 17 лет куришь, что ты думаешь, на 18-й год прокатит тоже? Типа вот сейчас прокатило, не заболеть какой-нибудь фигней. На 18-й год, как ты думаешь, Маш, прокатит или ты хочешь в эту русскую рулетку играть? Ну, типа серьезно? А на 19-й год прокатит, а на 20-й год прокатит, а если нет? Типа ты что потом хочешь? Реально, там сидеть, там задыхаться? Лежать в больнице от того, что у тебя там сдулось легкое? Дырочка там в легких образовалась, которая образуется из-за вейпинга. Серьезно, я задала себе эти вопросы, я такая, ну да, наверное, что-то я борщанула, что-то я, как это, 12 лет на этом вейпе просидела. Может быть, уже хорош? Типа, все-таки это вредные вещества, и те же самые, значит, при нагревании спирали вот вейпа, там тоже и металлы какие-то выделяются, которые являются канцерогенами, тоже вызывают рак. И еще какие-то формальдегиды там выделяются. И я такая, вау, а я не хотела об этом думать все эти годы. Не хотела. Как и любой курильщик, я закрывалась от этой информации. Типа, а зачем, если я сейчас не готова это слушать? Я не хочу это слушать. Отстаньте от меня, только дайте мне курить спокойно. Надо искать любые аргументы для того, чтобы прекратить это делать. Я посмотрела 3 десятка или 4 даже десятка видосов на Ютубе, видосов от мужчин и женщин, которые бросили курить. И я увидела и услышала то, что некоторые люди, они заходят в проблему бросания курить с точки зрения психологии. Значит, и они считают, то, что это чисто психологическая проблема. Они, конечно, не отрицают физического влияния никотина, но они на это сильно внимания не обращают. И вот я заметила то, что есть такая точка зрения, то, что тебе нужно учиться справляться со своими какими-то эмоциями, например, отрицательными, которые у тебя возникают, без закуривания. То есть эти люди, в общем, грубо говоря, они говорят, нужно учиться реагировать на проблемы не закуриванием, а какими-то другими способами. В целом менять свои взгляды на проблемы, это я сейчас себе со сценария читаю, прорабатывать свои психологические затыки, стыд, страх, неуверенность и многое другое. Когда избавишься от части из них, бросить проще становится, и ты более уверен в себе и своих возможностях. Я думаю, то, что тем, кто курит, надо подумать на этой теме. Одна девушка даже говорила то, что она бросала курить и работала с психологом параллельно. То есть, я не знаю, может быть, она работала с психологом параллельно, через какое-то время она приняла решение бросить курить. Ну, в общем, я не знаю, я сильно не вникала, но она сказала такую вещь, что ей даже на отказ от курения повлияла проработка проблем с родителями. Какое-то непринятие от родителей, отчуждение, несогласие, прошлые травмы, обиды на родителей и так далее. То есть она говорит о том, что это играет роль. Я знаю то, что я за последние несколько лет, я, конечно, не хожу к психологу, потому что не имею этой возможности, но я реально прорабатывала проблемы с родителями, какие-то вот обиды, травмы. Я об этом очень много думала в своей голове, вот эту вот рефлексию совершала. Обдумываний было просто куча, и я реально пришла в конечном счете к каким-то выводам, которые изменили мои восприятия или мои понимания. И когда я вот бросила курить сейчас уже месяц как, и смотрела вот очередной видос по бросанию курить, то есть я продолжаю сейчас смотреть видосы тех людей, которые бросили, потому что мне интересен их опыт. И вот говорю, когда девушка сказала, что ей помогла проработка проблем с родителями, я такая подумала, блин, может быть, все-таки это реально имеет смысл? Может быть, каждый раз, когда мы там обижаемся на родителей или мы вспоминаем какие-то прошлые обиды, я напомню, сколько бы ребенку не было лет, хоть 60, хоть 70, он все равно будет ребенком своих родителей. И вот он вспоминает вот эти вот, все вот эти вот проблемы могут ему реально всю жизнь не давать покоя. Но это факт, от которого ты не убежишь. Сколько бы тебе не было лет, ты от этого не убежишь. Блин, реально стоит над этим подумать. Я так подумала, то что я-то это, как сказать, не то чтобы закрыла на 100%, но я на какую-то часть, я прям проработала этот вопрос. На какую-то прям жирную часть, например, там на 40, может быть, процентов я проработала этот вопрос с родителями. Мне кажется, что от этого я стала устойчивее, психически устойчивее. И по факту, возможно, раньше действительно курение работало на убегание. То есть ты убегаешь, закуриваешь, ты не можешь прожить эту эмоцию, которая тебе давит. Ты не можешь прожить какое-то несогласие, ты не можешь выразить какое-то несогласие, и ты выражаешь это несогласие не словами, а тем, что ты просто идешь и задавливаешь себя этим ядом.
Мне кажется, в этом есть рациональное зерно. Я думаю, то, что кто бросает курить, подумайте об этом. Реально подумайте в эту тему, поищите другие видосы на ютубе по психологии, посмотрите, потому что, возможно, это будет играть значительную роль в вашем бросании курить. И еще одна мысль. Нужно разрушить иллюзию о том, что сигарета помогает справиться со стрессом. Самая популярная, наверное, самая популярная фраза, которую говорят все курильщики. Я бросил, а потом снова закурил, потому что я испытал стресс. Вам не кажется то, что человек подсознательно ищет какой-то повод, как алкоголик, подобно алкоголику, ищет какой-то повод для того, чтобы закурить? Он хочет реализовать вот эту вот потребность в курении, которая у него была много лет. И тут он такой, типа, молодец, бросил, но он все равно ищет этот вот повод. Нет, ну вот что-то выведет его из себя. Нет, ну вот как-то он не может реагировать. И тогда он прям это оправдывает. Такой закуривает сигарету, опять попадает в капкан зависимости, потому что тому, кто бросил, достаточно одной затяжки для того, чтобы зависимость вернулась. Вот твой стресс, который у тебя был, это был просто предлог для того, чтобы начать дальше курить. И вот теперь стресс тебе будет создавать каждая выкуренная сигарета. Каждая выкуренная сигарета, напоминаю, что она делает. Приходит, значит, никотин к твоим никотиновым ацетилхолиновым рецепторам, пумс, соединяется с ними, с твоей первой затяжечки после перерыва в месяцок, соединяется с ними там, и начинается все, химический процесс возобновляется. Понимаешь, в чем логика? Нужно дать своему телу месяц, второй, третий, полгода, год, для того, чтобы тело перестроилось на работу без никотина, перестроило свой метаболизм. И вообще некурящие люди, они эффективнее справляются со стрессом, и у них нет в жизни вот этой вот темки, вот этой вот парилки, которая дополнительно, постоянно, ежедневно создает этот стресс. Понимаешь? Создает этот стресс от того, что у тебя есть какая-то невозможность покурить, или ты забыл зарядку, забыл заправку, ты не получил свою дозу, понимаешь? И ты уже этим самым создаешь стресс, понимаешь? Вот у некурящего человека этого нет. У него нет источника беспокойства, понимаешь? Вот это просто источник беспокойства. И не знаю, кому как, но мне надоело так жить. Я просто устала от этого. Каждый день делать действия непонятно к чему приводящие. Вернее, понятно к чему приводящие, но просто меня достало это. И я вот собрала в себе всю мотивацию, которая у меня была. Какие-то сны меня подталкивали. Какая-то мотивация у меня была дремлющая. Я давай ее будить. Я давай смотреть информацию. А что там по безопасности вейпов? Так называемой безопасности, потому что уже оказалось, что очень много зарегистрировано случаев проблем легочных именно у тех, кто курит вейп. Я давай собирать эту всю информацию, смотреть там, какие проблемы от курения образуются, прослушивать аудиокниги, смотреть на опыт других людей. И я очень внимательно слушала видосы, в которых люди рассказывают, сколько дней им потребовалось для того, чтобы прийти в себя, для того, чтобы там прошла вот эта ломка, там, для того, чтобы улучшилось настроение. У меня получилось немножко не так, как в тех видео, которых я слушала, потому что каждый организм индивидуален. Короче, в общем, я собрала все вот это, вот все, что я перечисляю. И вот это вот, знаешь, как сказать, накопившаяся ненависть к курению тоже сыграла свою роль. Я прям все взяла это, сложила вот в один мешочек и сказала, с меня хватит. Меня это все достало уже просто. Мне надоело каждый день начинать и заканчивать курением. Несмотря на то, что мне кажется, что мне это нравится, мне кажется это, потому что меня держит эта никотиновая зависимость. Никотиновая именно это химическая зависимость. И вот пока она тебя держит, тебе кажется, что тебе это нравится, что тебе это нужно, и что ты жить без этого не можешь. Но возьми и перетерпи вот эту вот ломку, перетерпи эти 2 недели. Кто-то неделю терпит, и у него все нормально. У меня вот было 2 с чем-то. Только потом начало как-то отходить. Перетерпи вот это все, и ты увидишь то, что ты абсолютно нормальный человек, который может жить без никотина и не испытывает с этим никаких трудностей. Тебе через год уже не будет грозить рак легких, тяжелые там сердечно-сосудистые проблемы и так далее и тому подобное. То есть все, что вот именно инициировано курением. Я курила 17 лет и смогла бросить, и собираюсь дальше поддерживать этот результат. У меня нет никакой мысли о том, что я могу пойти и купить себе сигареты или одноразовую там электронную сигарету, или электронную сигарету и продолжить это делать. Знаешь, почему у меня нет такой мысли? Потому что я не понимаю, нафига мне это надо.
Я не могу понять, не могу найти вот ни одного рационального объяснения, зачем мне возвращать это вещество в тело. Я уверена, что бросить может абсолютно каждый, неважно, какой у вас стаж. Поэтому, друзья, я желаю вам тоже принять такое решение как можно быстрее. Просто выбирайте время и дайте себе возможность пострадать. Нужно прям хорошо отдавать себе отчет в том, что супер легко не будет, никому не будет. Хоть год вы курите, хоть 2, там, хоть 10, хоть 20. Супер легко не будет. Есть время, которое необходимо перетерпеть. И это говорят все люди, которые прошли через бросание. Но вот когда ты это перетерпишь, вот тогда уже станет гораздо легче. И тогда ты уже увидишь то, что ты без никотина спокойно живешь. Спокойно, и тебе он не нужен. И потом просто периодически нужно как-то задумываться об этой теме и, если приспичило покурить, поддерживать в себе эту мотивацию, что по таким-то и таким-то личным причинам мне это не нужно. Причем триггеры вот эти вот для того, чтобы не курить, они у всех разные. У кого-то мотивация быть красивым, лучше выглядеть. У кого-то мотивация убрать одышку. У кого-то мотивация перестать кашлять, надоел там изнуряющий кашель. У кого-то мотивация убрать тревожность. У кого-то мотивация там жить до 150 лет. Нужно найти что-то точечно вот для себя, за что конкретно ты можешь зацепиться. Вот что для тебя, для твоей души больше всего болезненно, больше всего цепляет. И вот за этот крючок нужно тянуть. Я совсем забыла сказать по поводу набора веса. Очень многие люди пишут, что во время бросания они начинают заедать, то есть вот этот вот, как называется, оральная фиксация, или как она называется. То есть, в общем, мы привыкли там либо вот курить, либо электронку сосать, и теперь человеку нужно это чем-то заменить. Он начинает есть больше сладкого, быстрых углеводов и начинает быстро поправляться, быстро набирать вес. Значит, какая личная ситуация у меня произошла? У меня особого ничего не произошло. За этот месяц я набрала 1 килограмм. Выгляжу я вот так. Это фото сделано 2 или 3 дня назад. Метаболизм налаживается где-то в течение года после того, как ты убираешь никотин из жизни. И у всех происходит по-разному. Кто-то там худеет, кто-то толстеет там на 5 килограмм, кто-то толстеет на 10 килограмм, кто-то потом не может это сбросить. В подавляющем большинстве случаев женщины пишут то, что они набрали вес. Но я для себя решила так: если я что-то буду набирать, мне на это пофигу. Я это сброшу. Мне, конечно, лень будет это делать, но я это сделаю. Просто, когда сбрасываешь, нужно больше времени тратить на то, чтобы дефицит от калорий создать. Короче, впадло это делать, но это все делается при желании. Короче, я для себя решила просто однозначно: будь что будет. Вот есть главная проблема. Вот главная проблема – это бросание курить. Остальное все это фигня. Я решила для себя, что если наберется вес там в первый месяц, там второй месяц, третий месяц, ну и фиг с ним. Через много месяцев без никотина тело придет в себя. Там пойдешь и уделишь там несколько месяцев для того, чтобы сбросить эти там 5, например, там 10 килограмм, кто сколько наберет. Кто-то, может, вообще ничего не наберет. У нас цель бросить курить. А сбросить вес – это легче, чем бросить курить. Отвечаю. Потому что я делала уже и то, и то. Это легче. Но просто тебе нужно прилагать усилия определенное количество времени, например, 2-3 месяца. И все. Я не вижу в наборе веса никакой трагедии. Я призываю всех не бояться этого. Если вы что-то заедаете, дайте себе возможность заедать. Лучше потом сбрасывать, чем всю жизнь курить и получать от этого страшные последствия. Вроде как я сказала все мысли по поводу курения, хотя вот по-любому я буду монтировать, и у меня найдется еще какая-то мысль, которую я не высказала. Вот я почему-то уверена, что по-любому так оно и будет. В общем, живем дальше. Я продолжаю свою безникотиновую жизнь. Всем, кто курит, я желаю как можно быстрее выбрать время, купить, желаю всем чупа-чупсы и блок жвачек и бросать это пагубное дело. Разрывать оковы этой зависимости я всем желаю. Если вы никогда не курили, то это очень круто, это прям мой респект. Вам не придется заниматься такой фигней, которой занимаемся мы, курильщики. Сидим себе, то бросаем, то начинаем, то бросаем, то начинаем. Я, как уже сказала, не планирую начинать курить, потому что я абсолютно не вижу в этом смысла. Для дальнейшей своей жизни это просто бессмысленно. То есть я просто себе говорю: а что там будет через 10-20 лет? Ты что, так же собираешься сидеть и дудку дуть? Я говорю, мне настолько это надоело, честно.
Меня просто это достало. Я не хочу так больше жить. И желаю всем того же. А мы с вами очень скоро увидимся. Всем пока-пока.